Сначала у тебя есть целая... Так, друзья, всем привет! Вы на канале BioStream, с вами Михаил. Плановая трансляция по данной игре Assassin's Creed Odyssey. 25 серия, 25 стрим прохождения. Хорошего вам дня, хорошего настроения и приятного просмотра. Вот, собственно, возможно, сегодня заключительная серия будет в данном месяце. Посмотрим. Хотелось бы приобрести Вальгаллу и пройти здесь еще кроссовер. То есть, что под этим как бы подразумевается? Кроссовер — это типа наш персонаж встретится с героем из Вальгалла, а в Вальгалле встретится персонаж с героем из Одиссея. Ну, то есть, как бы такие вот, как бесплатные дополнения DLC, которое вышло в декабре месяце прошлого года. Вот. Поэтому я не заканчиваю Одиссею, просто сделаем небольшую паузу в этом плане. Ну, как-то так. Сегодня у нас какие планы? Так, кузницу вроде мне вчера подсказали, да, ребята, что тебе надо, говорит, остроконы искать, чтобы кузницу открыть, но это реально будет долго. Да, поэтому, ну, я к тому, что гравировки туда накинуть. То есть сделать гравировки, это самое. Вчера нашли культистов, сделали сет пирата. Поэтому как-то так. Так, смотрим. У нас задание: культисты, потом подраться с медузой. Это на лесбосе артефакт для Атлантиды найти. И культисты. Собственно, такие сегодня приоритеты, но, возможно, копье качнем. Что мы сделаем? Мы, наверное, отправимся... Какие поиски? Дафну я хотел найти. Это первое. Дафну я там не знаю, где, честно, искать. Она у нас пропала после квеста, но... Может быть, попозже. Давайте, наверное, начнем с культистов. Бог с этой кузницей. Найдем, прежде всего, этих культистов на Ахее. И кузнеца еще надо бы где-то подыскать, чтобы, опять же, да, гравировки поставить те, которые доступны. Так, идем, значит, на Ахею тогда. Ахея очень здоровая. Ух ты. Это что такое? Вершины, да? Я бы желательно... О! Можем отсюда, кстати, выплыть. Желательно, да, через порт, через город, там, где можно выполнить некие квесты. Если на Ахее искать, один культист должен попасться, он уже нам известен. Сейчас вызовем Адрессию, посмотрим, что там еще в море затонуло. Ту-ту-ру-ту-ру-ту. Что-то, ребят, сегодня вообще февраль месяц у нас ливень фигарит. Прям вообще какая-то, я не знаю... Ночь неспокойная. Так, ладно, давай, поехали по планам. На таран, говорит. Тара-тара-та-та-та. Там пиратские корабли. Какая-то ярость Посейдона. Ну-ка, стой. Так. Так, 2 сундука, да?
Как-то странно все-таки стрельба по акулам идет. Казалось бы, вроде прицеливаешься нормально, а не попадаешь. Вон на. Вот буквально на доли секунды. Цель подсвечивается и типа... О, есть. Еще. И сегодня эта стрельба по акулам, честно, снилась, наверное. Есть. Так, теперь у нас задача поставить, наверное, Посейдона. 4 осколка надо найти бы. Так, к общему количеству полифема, да, дубина. Все, запомнил. Дыхание под водой. Ныряем, пошли. Три сокровища. Такие скаты. Ага, тут аж целая статуя. Ну, подожди ты, орел. Орел, подожди. Не, ну по приколу, что статуя? Древний город. Так, а где еще? А, вон. Я не хочу с акулой драться, она меня съест. Друзья, всем утро доброе. Добро пожаловать. Так, а где? Есть. Я водяной, я водяной. Да, сюжет мы, ребят, спасибо всем, кто участвовал в сюжете. Хорошая концовка у нас. Все живы. Вчера получил, типа... О, орла. Вчера получил, типа, некое достижение. На почту даже пришло. Что вы, говорит, это... У вас все живы там, туда-сюда. Я думаю, ничего себе. Достижение, да на почту. Ну, что-то новое. Типа Мирин жива, наша мама, сестра жива, Николаус жив, этот брат наш сводный жив. Корабль. Да, Стентер, вот, у меня теперь демо из Стентер на службе. Враги испытали ужас, завидев носовую фигуру в виде орла. Ну, тут типа сфинкс, минотавр, орел, лев. Подожди, а мы же троих убили. Ну, не убили, а победили. Это быка. Это минотавр. Сфинкс. Сейчас я снаряжение скажу. И циклоп. А что циклопа не дали, получается? Странно. При полном здоровье шанс крита. Так, тут тоже при полном здоровье. Такс. Нашу дубину. Понял. Это все на продажу. Быстрей! Так, и Ахея. Где наша Ахея? Порт Ахея вот здесь вот. Скорей! Набрать скорости! Гребцы больше не могут, капитан! Корабль к берегу!
Па-та-та-та. Патрея какие-то. Это самое, да, ребят, еще такая тема. Red Dead Redemption скачал, но на выходные еще неизвестно. Возможно, возможно, будет сначала новинка игровая. Вот, а потом уже тогда и Red Dead Redemption. Вчера ключик получил, но ключик что-то там у разработчика, в общем, не знаю, не функционировал. Вот, прислали новый ключик, который точно работает, но Steam говорит о том, что вы не можете повторно активировать. У вас уже есть игра эта. Строить корабли. И все. И как-то так. Ну, он сейчас веду переговоры, может быть, как-то решим проблему. Поэтому посмотрим новинку. Так, в режиме ярости воины вот это я оставил вчера. Он типа того, только вместо воина тут шанс крита. Так, продаем. 30 крита, шанс крита. О, наручная. Вот это круто. Фигурные серьги. Так, это мы все оставляем. Что у него можно купить? Можно шкуру у него взять. Хотя по шкурам у меня уже и так неплохо. Все хорош. Так, теперь ставим гравировочки, да. Я хотел посмотреть. Так, тут у меня все нормально. К обществу адреналину, элитным бойцам. Тут от яда затрат. Так, все это тут окей. На капюшон пирата я хотел гравировки поставить. 17 убийц и 12 шансов крит удара. И способности. И мы начнем. Вот я не знаю, как бы, что интереснее тут от кинжалов, а к силе крита либо 2 к урону. Вот. Способности воина. Способности охотника. Да, попробуем тут общий урон. Ну, 3%, ой, 2% это очень мало, я согласен. Так, тут мощности стихий. Нормально, нормально, катит. Все хорошо. Так, мощности стихий. Внезапная атака. Так. 10 охотника, к 3 устойчивости, 6 воина. На самом деле тут вообще, ну, 5 к шансу только поставить. Либо мощность стихии поднять. Либо опять же урон. Давай урон. Броня. Тут, возможно, поставлю не от яда, а... Вот, переход здоровья. Весь мой урон переходит в здоровье. Так, тут также мы ставим 2 к урону. Посмотрим, что из этого выйдет. Убийца к шансу крита и общий урон. Так, ослабление плюс 10 урона к отравлению и к ослаблению. Все стрелы пробивают щиты. Класс. Не, вот тут надо подумать, блин. Тут что вот это? При наличии этого навыка на нескольких используемых предметах эффекты не суммируются. И все стрелы пробивают щиты. Наверное, все стрелы пробивают щиты поставлю. Хорошего тебе дня. Да, спасибо. Так, у нас урон. Ну, есть прибавочка. 2, 4. 6% прибавил. Так, 2 урона заменяет стрел на отравленных к общему адреналину. Так, сесть. Вот, появилась. Если мы брали бы шанс крита, но подняли бы мы сколько там?
4-4. Ну, на процентов, скажем, 10. Шанс при полном здоровье 45. А так 21. Я думаю, пойдет. Но зато теперь щиты можем смело колотить. И не ставить. Да, еще плюс по обилкам. Я, конечно, вчера тоже посмотрел повтор. А вот здесь вот все-таки, да, действительно, как нам советовал Максимилиан, вот эта штука бесполезна. Ну, то есть она при моем случае не нужна. В моем случае. Вот это вот. Сила огня. Вот отравление на единицу. Видите, урон от яда в течение 20 секунд, когда есть шкала отравления. Вот как это работает? Если я пассивно наношу урон ядом, вот эта штука работает? Или только это если я обилку использую? Шуршунчик. Так, значит, раз, два, три, 4. Сейчас я сброшу. У меня тут 2 таланта все было. Нет, подожди. Да, все правильно. Первый сплэшем, второй одиночный. Так, надо бы поменять. Первый одиночный, второй сплэшем. Двоечка. Так, пробивание щитов. Да, немножко. Далее удар героя. Единичка. Далее двоечка. Так, вот здесь вот тоже качаем. Это просто адреналин. Удар невиданной мощи зависит от типа оружия. Требуется чек адреналина. Количество ударов увеличено. Так, далее у меня шла, по-моему, хилка. Вот урон яда. Как мне поднять урон яда? Вот. Так, я не хочу его, да, использовать на панели. А вот отравление длится дольше. То есть качается здесь. Ваше знание ядов не вызывает сомнений. Мощность яда увеличена на 60. Отравление, ослабляющий эффект, длится на 6 секунд дольше. Наносит на 25 урона больше. А вот это, если я уже активирую. Да, там на 20, на 15. Да, тогда смысла нету. И это тоже нет смысла. Просто горение увеличиваю. Если буду использовать огненные стрелы там и тому подобное. Так, бесшумный убийца. Тут все вкачали. Вот тут вообще все. Теперь осталось по способностям. Это убийца. А, они уже вкачаны. Тут, то есть, тут отдельно сбрасывается. Вот это вот нормально. Да, еще убийца можно. Урон от меча, от кинжалов. Так, урон при полном здоровье. Шанс отразить устойчивость к стихиям. Урон от яда. Шанс нанести 25 урона убийце в ближнем бою. Шанс нанести 25% урона в ближнем бою. Ага. Время восстановления. Урон способностей. Урон способности, но... Начну-ка я урон убийца. Вот сейчас вроде верно, как я хотел. Вот, 120 тысяч мы подняли. Тем не менее. Плюс еще... Мне что-то говорили в магазине. Купи лук, который прибавляет... Вот я сейчас вспомню. Вот большой рог. У меня 200 хеликсов есть, но тут 250.
Плюс 30 урона от стихии, минус 30 к мощности стихий. Урон от стихии это имеется в виду, наверное, периодичный, а урон именно. А мощность стихии это при попадании. Я так это думаю. Может быть наоборот. Стой. Замедляет время на 5 секунд при низком уровне здоровья. Восстановление 2 минуты. 30% к адреналину за убийство выстрелом в голову. 15 урона на охотника. Вот где он прибавляет воина? Хотя мне опять же писали, что он прибавляет урон воина. Чуть ли не в 2 раза. 18% урон от лука с большого расстояния. Так, а ближний бой? Воины от копий крита. Синий я вообще не рассматриваю. $250 золотые. Убийца сила крита. Рок Овна. Вот так вот. Тут только жнец получается, и то это копье. Луки, скакуны. И все, да? Короче, вот он. Лук и лота 15% с большого расстояния наносит еще 18 от луков. Охотника и охотника. Ну тут адреналин. И все про охотника. Ладно, бог с ним. Ну вот как-то так, короче. Пробуем таким. Сохранится обязательно, да. Да. Чего тут? Храм Зевса. Тут что-то на этом острове очень много богов. Амир, привет. Добро пожаловать. Ты пока первый, что-то все остальные в молчанке пока. Хорошего дня, располагайся. Ищем, Амир, в общем-то, культистов, Баха Медузу и, возможно, Дафну. Если получится сегодня вложиться по времени, то, я думаю, это будет самое топчик завершения перед DLC, что ли, так сказать. Так, давай смотреть, где культист может быть. Я оказываюсь сражаться за космос. Наш герой полон жаждет. Он бьется ради... Так, он ради жестокости. Когда он пойдет на Ахею, выступите против него. Мне не удалось. Он оказался сильнее. Чего? Сейчас, секунду, друзья. Я жену провожу прям. Альт-момент. Вчера вот здесь вот был, по-моему, один. Сейчас подойду.
Так, поставили кофеечек. Продолжаем. Сори. По-моему, вчера вот здесь вот был один культист, и я что-то не пойму, как он пропал. Я точно не плавал. Вроде бы. Нет, у меня не было времени. Это вчера уже вечером. А куда он мог деться-то? Ладно. Ладно, давай тогда... Где-то вот эти вот находятся. Спарады принадлежат тебе. Подсказку можно найти в бухте берега Стервятники. Вот. Давай с этого начнем. Бухта Стервятники какие-то. А, вот он, культист. Вот он, друзья. Вот он есть. Это Гидра. Точно. Просто карту надо поближе. А этот когда пойдет на Ахею какой-то там. Где у нас тут бухта? Ищем бухту, бухту. Подсказка. Ну, бухта вот она сама-то. Гнев, берег, долина, вершина. А, в бухте берега Стервятники. Берег Стервятники тогда. Вот он. Все, зафиксировал. Тогда сделаем берег Стервятники вот так вот. Это будет быстрее. Да? Да. Вот ты, блин, найди-то, да? Поди всех их. Нет, ну я хочу копье, короче, себе сделать. 22 осколка там. Копьецо сделать. Плюс главного этого найти. Но я уже, кажется, понял, кто это из этих призрака-культистов. Только я не понимаю, что он там за ключевой персонаж такой. Какой-то незапоминающий для меня попался. Короче, на кого это Феба работала? Готовь весла! Рад тебя видеть, капитан! Все, амуниция, да, готова, все готово. Осталось только квесты бахать. Мы вышли в открытое море! Вау! Как держать? Вау, да там, смотри, не, выносливость хорошая. Как слышно, видно, все нормально. Быстрее! Скорости! Тем не менее, 52-й левел. Ценная! Гребцам занять места! Пришвартоваться, я смотрю, нету тут. Так, а если орелик... Там есть орелик, там какой-то вопрос. Возможно, тут тоже точка синхронизации. Сейчас глянем. Готовь весла! А, вон, есть. Быстрей! Идем на таран! Причаливаем! А у персонажей снизу есть какие-то команды? Снизу? Да, есть. Ты имеешь в виду аватара? Есть, конечно. Там через... В группе Максимилиан, привет. Реза, привет.
Там в группе ВКонтакте я написал аватары. Там даже эта плашка вылезает, это самое описание аватаров. Здесь сильна власть Посейдона. Можно почитать. Ну, по крайней мере, те, которые работают, потому что мы с товарищем тестили. Он на Твиче тестил, а я как бы на Ютубе. Он там на Твиче стримил одно время. Там команд больше работало, а я именно вписал у себя в группе ВКонтакте команды, те, которые работали на Ютубе. Возможно, обновили, возможно, там вообще все команды заработали. Если все команды прям хочется почитать, то в Стиме вводишь стрим Аватарс программу. О. И там разработчик подробно прям каждую команду описывает. Там еще орехалковая руда, я вижу. Вот. Но если ты хочешь такие чисто базовые, то тогда можешь группу пройти и там почитать, ознакомиться. Поначалу был этот самый, как его, ажиотаж с этими аватарами. Прям все активно участвовали, там боссов вызывали. У меня вебка была с левой стороны, как сейчас, только с левой и с хромакеем. Там босс, 3 или 4 вида босса я поставил. Босс его вызывает и бьют это самое всем чатом. Но прежде чем убить, тоже надо присоединяться. Там тайминг идет, когда босса вызываешь, надо присоединиться к участию. Либо баскетбол играют с аватарами, либо PUBG Royale. Так, привет. Дай угадать, тебя зовут Дима. Рез, если ты про меня не Дима зовут. В описании есть под стримом, как меня зовут. А ты, Миш, не ходил еще в Кузнике Фест? Не, Максимилиан, я подумал это самое. Ты мне сказал, что там астракона надо искать. Я и думаю, нафиг эти астраконы. Собирать. Поставил пока что базовые эти, как его, гравировки, те, которые доступны у меня. Ну и все на этом. Вот. Решил заняться культистами. Первое. Второе медузу после культистов. Наверное, как-то так. Так, и тут еще информация, как ему сказал, неподалеку о культисте находится. Где сокровище-то? Да я кроме акул тут никого не вижу. Если кузница Гефеста открывается именно за счет астраконов, но этих табличек, как его, астраконов очень много. Подожди, надо, короче, орла вызвать как-то. И с акулами справиться обязательно. Да ты посмотри, ну. Да блин, да что ж ты будешь делать-то? Вот смотри, так. Сведения о культисте у трупа в скалах, будь у берега, рядом с водой. Да, тут они, походу, вот здесь где-то рядом. Ну, сам факт, что 3 сокровища заберите, говорят. Я их не вижу. Сейчас попробую вот отсюда поискать. В God of War играть? Нет, пока не буду точно. Мне пока в наличии нет, да я вообще с ним в целом не знаком.
Вот, вот, вот. Орелик, подскажи, брат, где я? Перед тобой, говорит, труп лежал. Вон он, вижу. Я просто это... Да, спасибо, ребят. Я просто акцентрирую внимание на орле. Вот, а по поводу аватаров, нет, они на самом деле прикольные. Только и подтормаживают иногда в играх, когда действительно такие тяжелые игрушки и в полноэкранный режим играешь. Жалко. Как по мне, God of War фигня полная. А я вообще не могу ничего сказать, и поэтому... Слушай, я не задаю вопросы. Я подчиняюсь. Махаон начинал достаточно просто. Он пожертвовал свои средства космоса, но его молитвы не были услышаны. Под покровом ночи он принес жертву своего сына, затем слуг. Ничего не произошло. Теперь Махаон хочет принести жертву всю Грецию. Космос его не слышит. Он может услышать коварный лазутчик. Патрахея. Ты где-то здесь? Вот он есть. Не, единственное, то, что я могу добавить про God of War, это то, что там может быть мифология, тоже Скандинавия и так далее, там, да? Или как она там, греческая, древнегреческая. То есть по мифологии это интересно. По геймплею вроде любопытно выглядит. Но на стриме как-то год назад я смотрел, и в чате прям отзывы не очень шли. Понимаю, что играть и смотреть это разные абсолютно, как бы, составляющие. Но отзывы были не прям хорошие. Вроде стримеры и качество было все супер. Поэтому я вышел со стрима. Я говорил это пару стримов назад, по-моему. Вышел со стрима и не стал смотреть. А то, знаешь, как-то, правда, может, ключик завезут поиграть, а ты уже там... Да ну, фу. Как бы знаешь, да, там, что с чем и почему. Ну, лучше, так сказать, это самое. Собственноручно. Сыграть, а потом какое-то мнение. Чего у него броня? У кого броня? А, в God of War. Как по мне, это позор, что God of War стала игрой года. А там, возможно, эти голоса собирают в Стиме. Вот, например, голосование, когда есть там фестиваль какой-то, проходишь голосовалку и получаешь некие ачивки. И там как-то сделали выборочно. Вот последний раз, когда я голосовал за игру для получения каких-либо там ачивок в Стиме, там игры, 4 или 5 игр. Вот, выбирай вот это, вот это, вот это. А свой вариант, короче, предложить как-то я не мог. Нету выбора. Это как минимум нечестно. Культисты, говорят. А, ты про культиста. Я понял. Так, ну, друг, ты попался. Первый, да? Который кусался. Второй снизу. И останется еще где-то двоих найти. Вы, это самое, ребят, вы сами проходили кроссовер, вот, кроссовер дополнение. В Одиссее встречались с героем из Вальхаллы. Или в Вальхалле проходили там тоже квест, где встречается герой, как там, Эйвор, по-моему, зовут. С героем с Одиссеи.
Ах ты ж, опять афинянин, да? Ну, сейчас. Найду укрытие. Да сейчас меня тут накажут, пока я укрытие буду искать. Он что-то утонул. Опа. Ну это, ну опять, ну. Ну опять этот, блин, ну это... Лучник. Нет, ну это вообще... Я проходил, я в Одиссее не играл, а только в Вальгаллу играл. Квест берется на Кефалине. Ну там написано, что после... Сейчас я кофеечек налью, друзья. Там написано, что после... Я даже сейчас прочитаю. У меня открыт официальный сайт. Может, что-то посмотрит, потом интересно станет. Типа пересечение истории написано. Мы рады сообщить о выходе двух историй кроссоверов между мирами Одиссея и Вальгалла. Каждый доступен бесплатно обладателям соответствующей игры. Ну, то есть, видимо, их надо две приобретать. В Одиссее вы играете охотника за сокровищем, за Кассандру или за Алексиса. Вам вновь предстоит отправиться в путь в поисках частицы Эдем. Это путешествие изменит вашу судьбу навсегда. А второе... В истории неизбежная встреча. Это где Эйвор отправляется на остров Скай, чтобы узнать, кто стоит за кошмарами, мучающие его жителей. Что-то именно Эйвор повстречает Кассандру. Ну, как-то вот так вот. Благодаря историям кроссоверов вы сможете узнать, что связывает двух героев, исследовать новую территорию, насладиться интересным сюжетом. Вот так как-то. Так что, сейчас, ребятки, я за кофейком и назад. А вокруг все поют. Только ты один молчишь. А я, наоборот, в Вальгаллу не играл, зато Одиссея прошел. Разберется на Кефалине у пристани. Ну, я понял. У вас тоже, да, такие, это самое... Тут заметят, будет плохо. Есть возможность, вот играю, есть возможность, что играю. Я понял. Это нормально. Позволим остаться в живых врагу культа космоса. Кстати, до троечки прокачал этот талант. Да, бьет определенно теперь сильнее. Вот ты хмырь.
Я ж вас не трогал, ну. Потом костюм тебе в конце квеста дает, который можно использовать как скин. Он один из самых красивых в игре. Ага, понял. Ну, а там игра-то, там же написано, что после основного сюжета, там игра-то уже заканчивается. ПК, ну то есть RTX. Это самое, Реза, я тебя просто поправлю, я не знаю. Не называй так ПК RTX. RTX это видеокарта. Это то есть DLSS, как они там. Функции добавляет. Лучи, там трассировка. ПК говорит какой. RTX? Это то же самое, там, я не знаю, как сказать. У тебя движок Mazda, вот типа того, или у тебя движок BMW. Не стоило лезть в бой. Еще один! Да, это самое, Максимилиан. Все-таки верно было прокачать удары вот эти за, ну, на кнопку R, чтобы больше наносило. Действительно, может даже шотать с этих ударов. Так, ребятки, надо отсюда срочно теперь выбежать. И почитать. Культист есть, значит, получается сет Агамемнона как-то там. Так, разоблачение. Война, как и культ, будет свирепствовать вечно. Ой, бать, ты как так? Величайшая трагедия в том, что познать мир, он не делать ничего, но не делать ничего, чтобы его изменить. И это относится ко всем, кроме Полимона. Он был настоящим архитектором военных действий между Делосом и Пелопоннесом. Мотивы культа были просты, контроль через хаос. Мотивы Полимона были еще проще. Он жаждал богатства, был готов поддерживать огонь войны до тех пор, пока все сыны Греции не падут в битве. Доложили мне лично в Ахее. Твои ряды крысы, это человек имени Клитос. Найди и убей его. Доложи мне лично в Ахее, буду. Ну, да, может быть, есть такое. Но, возможно, ну, 113 тысяч урона пока что. Хотя, по-моему, было 100... 120. Почему у меня нет 120? И сейчас будет 120. Потому что не одел молот. 120 тысяч урона пока что. Да, он дает вот войны и прям вот огнем. Сжигает. Мощность стихии. Так, пока слабые культисты, да, нападают. Ой, культисты-охотники. Да стой, карта. Вот он, есть. Это у нас уже получается мудрец. А до мудреца мне бежать и бежать. Ну, я побегу. Не вопрос. И один на море у нас еще есть. Не, ну, соответственно, если дадут этот бог... как он там? Доспех бога. Деймоса, короче, Кассандра. Там по 30 ко всему умениям. И подвойно. Ну, имеет место быть. Прям вполне. Пользуешься ты ближним боем, там, дальним. У тебя 30% к обилкам. А тут только пират.
А что за отрезинус, какая фирма? И сейчас какая фирма у тебя? Сейчас, наверное, популярно это. Максимилиан, у него предположительно, может, Гигаполит либо Asus. Сейчас асусские вообще трындец стоят. Nvidia, говорят. Нет, он имеет в виду фирму Nvidia, это понятно, а производители. Ну, не производитель, как это... Как они, кстати, называются, эти Asus, которые берут продукт Nvidia и штампуют под свою фирму. Не перекупщики, а как-то по-другому. Полит, Аорус, G-Skill там. Да, он это имеет в виду. Какая фирма? Ну, произведена какой фирмой? То, что чипы там и все такое, это Nvidia, она и понятно. Asus. Asus 3090 сейчас, например, по рынку 258, 261, вот у меня 3, но это Asus TUF. Или Asus, сейчас скажу. Asus Strix 267, 261, Giga 261, 308 и Zotac 258. Вот такие вот цены. Вообще абсолютно разные. А Asus уже все разобрали. Вот только вчера я видел 3 штуки Asus TUF. Уже все разобраны. Полит еще норм. Я не знаю, что там это в одно время, может, помните, как-то хейтили. Ну, я имею в виду постарше. Хейтили Полит, твой дом сгорит. Там может быть какая-то серия, что ли, такая неудачная. Но это не от Полит зависело. У меня также Asus, этот видеочип навернулся 770. Там, скорее всего, от серии зависит. Реально, говорит. Мне раньше прикалывала, типа, тема такая, что первый раз дружбан взял Полит. У нас у всех Радионы были, а он взял Полит. Он поставил родные драйвера и, блин. А мы еще в Age of Empires 3 играли в эту сетевую стратегию. Там, может, кто играл там? Атамана, француза там и так далее. И он поставил дрова, и, боже, у него такая красота была на экране. А мы сидели с Родионами, блин, чух-чух-пых-пых, дрова кривые там. А сейчас что-то, как-то, знаете, тоже родные драйвера ставить на видюху вообще не вижу смысла. Какие-то всякие лишние программы, блин, куда-то там лепятся, температуры, датчики. Думаешь, что-то куда попал-то? Вроде твой компьютер, блин, какие там температуры, датчики. Просто драйвер поставил, и все. Полит еще норм. Да не, норм. За такие бабки-то, конечно, норм. Они еще должны будут его позолотить, каждую видеокарту, прям золотой пыльцой. Ладно, у меня не 8К. Ну вот. Это как мы вчера тоже спорили с Максимилианом. Как я его прочитал сообщение. Не то, что спорили, мы обсуждали, правильно сказать. Нет, спора не было. У меня, говорит, 340 тысяч урона убийца. Потом зашел, посмотрел, пишет, у меня 87 тысяч урона убийца. Видишь, как
сразу поправимо. Самое главное поправить самого себя. Это важно. Вот ты думал, какие-то гиганты. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Так, давай посмотрим. Ну как же тут много. Еще и рысь где-то есть. Ну, так. Убейте. А, это крепость с культистами. Мы же такую же брали. Тихо. Вот это самое... Скажите, пожалуйста, вот эти щиты считаются вот на фоне, да? Вот мы видим белый щиток и желтый. Желтый щиток считается элитным же бойцом, правильно? Вот Максимилиан, наверное, в курсе этих перок. Вот, типа обилка, урон элитным бойцам. Вот это желтый. Так же, как и корабли, к примеру, плавают. Бойцы, это же считается, правильно, элитой? Как бы некий такой важный лист бумажный. Ну да, мы говорили про 30 уровень. Вот. Ты там вроде как сначала написал, что 347к урона. К это то есть 1000. Я вот с этого удивился. А потом ты говоришь, заходишь, нет, у меня, говорит, 30, у меня там 87, по-моему, тысяч написал, или 75. Ну, я не к этому не подумал, я к тому, что поправил. Я не пользовался плюс 25 к элите, поэтому не знаю, у меня получше гравировки стоят. Угу. Не, я не про то, что пользовался, не пользовался, я про то, что эта обилка, по идее, должна на них работать. Ну, это считается ведь как элита. Я чисто к категории бойцов, противников спрашиваю. Вот это простой боец. А вот желтый вот ходит, это, наверное, элита вот считается. С которым мы сейчас будем пробовать драться, да? Опа, и ваншот. Хорошо. Вот я нажимаю типа удар, мне пишет, что ты не убьешь его хп, а у меня, по-моему, шанс крита срабатывает, да, желтые цифры все-таки работают при полном здоровье. Угу. Ну, вроде как, 25 желтым боссом, наемником. Желтый, вот, желтый. Нет, я просто к тому, что для себя категория. Вот это GeForce 3080.
Серьезно, прошел, посмотрел? Ты такой вообще веселый. Охранник, блин. Там командира его убили, короче, он дальше идет. Иногда действия, конечно, NPC прям, не знаю, как это описать. О, 200 тысяч. Ух. Главный стелс. Я не знаю, говорит, где посмотреть. Да посмотреть можно в Аиде. А вообще, если не знаешь, то лучше и не надо. А, он же стражник, он же капитан. Он же культист. Он все в одном лице. И он еще с каким-то зверем. С рысью. Да ладно тебе. Возле сокровища такой копался. Так, предоставление приказа топор Элизиума. Серебряная жила. Так. Острокон. Ух ты. А, капитана не убил, стражника не убил. То есть он не считался, этот культист, неким придворным данной крепости, просто здесь находясь. Смотри, говорит, на коробке она у тебя по-любому должна быть. Да, просто не более того, как к теме поддержания разговора. И все. Не подумай. Ничего плохого. А где Кэп-то? А Кэп спрятался. Кэп самый последний. Ладно, ладно. Капитан вообще хорош. Все, главное, тут ходят, что-то охраняют. А капитана-то и нету. Сейчас по краске. Вот он. Капитан говорит, ой, кто-то умер. Да там уже 5 бойцов прошло мимо. Ты серьезно? А, он просто посидел. Рядом. И там еще вход какой-то. Забери, говорит, сокровище.
Но это не будет уже, наверное, считаться крепостью. А, вон она, коробка. Стоять. Я коробку про сокровища говорю, если что. Я сейчас не в чате. В чате это ваш там вопрос-ответа. Я вам про ту коробку. Туру-туру-ту-ту-ту. Чё там, Амир? Амир. А. Опа. Блин, я-то думал, какой-то сундук, ну прям, ну тут вообще, ну. А тут, о, ну главное опыта дали. Серьезно, говорит, нету. Да, ребята, забейте его. Ну, есть или нету, вообще ни горячо, ни холодно. Так только это, сопли разводить. Есть, нету. Не, ну так на самом деле просто интересно. Я вчера у него спрашивал вопросы, говорю, ну, на чем такие, ну, на таких видюхах можно поиграть в целом комфортно. Просто вот ради любопытства, ничего более. А я так и не получил ответа. Я только с такой вот целью поинтересоваться. А по поводу, почему он говорит, у тебя нету, потому что, например, коробки никто никогда не выкидывает. У меня даже коробка от 770 валяется до сих пор. Не потому что она мне нравится, нет, а потому что коробку никогда не выкидывают на протяжении там год или два. Это с условием того, что ты ее по гарантии можешь дать, либо какую-то документацию предоставить в какую-нибудь ремонтную мастерскую, это как вариант. Поэтому их никто не выкидывает. Так, ну и последнего, да, наемника пойдем убивать. Пойдем. С другой стороны, вообще всем как бы это выкинул и выкинул. Он же сразу тоже сказал, что мне, говорит, брат подарил ее. Ну, подарил и подарил. Коненому, как там, дареному коню, вот, в зубы не смотрит. С коробкой или без там. Ладно, все, угомонитесь. Оно того не стоит. Едем еще за одним культистом. Так, раз, два, три культиста, это хорошо. Сейчас даже ради интереса. Сейчас я гляну, секундочку. А, вот почему 3080 покупают. Ну правильно, 3080. Если брать по московским, ну, магазинам, я беру Регард, то они тут от 180. Ну, 180, 182 вот так вот стоит. Абсолютно разные. Полита, Гига, Asus. MSI-ка есть даже. Какая-то Пню новая. Я не знаю, что такое за Пна и Пню. А, это TI-ки даже. А если не TI-ки? А если не TI-ки? Ну 30-очку поменьше, если не TI-ки.
Но фишка вся в том, что если не TI, 10 гигов, TI, 12 гигов, а 3090 там вообще 24 гигабайта. Я вот с этого, честно, вот удивляюсь, ну, правда. Оперативки, блин, меньше, чем... ну, оперативной памяти меньше, чем памяти в видеокарте. Ну, куда это, блин? Ну, что это? Вот то, что там битность в 3090, мне реально прям... Мне нравится битность, когда шина... Или как она? Шина у нее вроде называется битность. Хорошая. А то бывает 128 бит берут, а разгоняют их там до усера этих мегагерц. А что толку, если у вас пропускная способность маленькая от этой герцовки? Вот когда герцовочка в меру, дышина, пропускная способность хорошая. Вот это да. Это мое мнение, чисто субъективное, не парьтесь. В моем магазе 115 стоит. А где-то еще раз, Максимилиан? Кто-то там в Челябинске писал, живу, да? Я просто тоже удивляюсь с этого Регара магазина сетевого, компьютерного вот у нас в Москве. Блок питания 15 стоит 860 ватт, а Fantex, по-моему, дизайн называется, или фрактал дизайн. Просто я их путаю, у меня корпус одной фирмы и блок питания, вот путаю с ним название. А приехал, например, в тот же магазин, как он, Ситилинк? Нет, не Ситилинк. Или Ситилинк. Там блок питания 1000 ватт стоит, там, ну, чуть больше десятки. По-моему, неплохо. Хотя, опять же, да, надо эти сопротивления смотреть и так далее. Вот здорово драться. Ага. Там пираты? Или нет, пираты? Типа для москвичей московские цены, но я нифига себе москвичом не ощущаю, я честно скажу. Чё не присели-то? О! Если он там сейчас с пиратами слеснется, это хорошо. Или же пираты на меня будут? Пираты на меня. Мужики, ну все это интересно, но вы... А хоть как-то там по одному. Так. А, вот, DNS. Не Ситилинк, DNS. В магазин заходил. Я вот про блок питания DNS. Блин, ну я ж хотел пригнуться-то. Ну, пригнись. Короче, я 2 корабля на себе сагрил. Гребем, ребятки, гребем. Хорош, заваруха пошла. Сейчас, может, там гидро поможет. А так вообще я текаю. Я текаю. А вы чё гидру-то дефаете? Надо было еще корабль, знаете, посмотреть, какое-нибудь, может, там усиление.
Так, я начну абордаж. Чтоб хоть как-то восстановиться. И чё, где я восстановился-то? Пошел. Так, есть восстановление, сработает. А то там у меня еще 2 корабля. Только дел. И столько неизведанного впереди. У нас гидра восстановилась. А, мы тоже немножко восстановились, хорошо. Че, на блоке питания цены адекватная, а вот на... Нет, именно с этого магазина там неадекватная цена. Хотя блок питания хороший. Ну, судя по тем каналам, которые собирают компы, я смотрю, его часто используют. Я бы его тоже хотел. Ну, не с этого магазина, блин. Где 15 тысяч ты отдаешь за 860 ватт. И можно какой-нибудь 1000 ватт с запасом взять по такой же, к примеру, цене или чуть меньше. Замедляйте! Лучники, вперед! Гидра фуловая. Готовьте! Они хотят нас протаранить! Мы промахнулись! Все, он сейчас подгорит. Выносливости у него не так много. Лучники, готовьте! Хорошо. Гребцы, ну! А ну шустрее! Готовьте стрелы! Потише! Прибавим ходу, прибавим. Родненький, давай. Территория недоступна. Опа, уперся. А куда они-то пошли? Стреляй по команде! Вперед! Интересно, они дерутся между собой? Нет? Давай! Лучники, приготовьтесь! Все не готовы! Наш корабль загорелся! Малака! Готовьте луки! Пригодится! А, выносливость и так прибавилась. Так и так. Вперед! Держитесь! Гидра, сдайся. Просто сдайся. Готовьтесь! А ну шустрее! Стреляй залпом! Мощно! Лучники! Ветрать стрелы! Стрелы! Готовы испепелить их! Они близко! На исходную! Встречи! Ох ты, промахнулся. Давай! Стреляем по команде! Подсечь корабль врага! Я спрашивал про свой блок питания, просил, мне сказал, мне вообще не стоит блок менять. Нет, там это самое. У меня проблема в том, что у меня М2, у меня не держит 12-вольтовую линию 3.3. Ну, блок реально старый, у меня 14 года. А 600 ваттник не везет мой. Это
который мне собрали. Не я собрал, а мне собрали. Хотя я спросил, мне хватит? Хватит. Просто обычно, когда ты что-то покупаешь, да, ты можешь сам, это несомненно. Никто с этим не спорит. Но когда ты берешь в каком-то магазине, ты хочешь, чтобы собрали что-то, ну, нормальное, и при каких-то, скажем, проблемах ты мог им предъявить все их комплектующие, да? Вот только исключительно поэтому я доверился сборщикам. Так, но у нас не догонит нифига. Не должен. Оп, и спрятались. У Гидра, мне кажется, зарядка очень долго идет. Орудий, но если он протаранит, то будет больно. Культисты. Горгон и меч. А, все, у этих желания у ребят пропало. Нет? Нет, не пропало. Не-не-не. Не надо абордаж. Фу. Так, сохранение. Нормально подрались. Повоевали. Хорошо. Так, что у нас по культу осталось? Давай смотреть. Вот, показать. Сначала давайте вот этого найдем, где он есть. Культу только ради утоления жажды крови. Утешителем его прозвали в качестве извращенной штуки на поле боя. Жертвы кричали, а после битвы слышался. То есть где-то на поле боя надо, что ли? Не пойму. Корабль. Так, что там корабль? А, у меня дочери Артемиды, можно культистов поставить. Чтобы они тут у нас работали, да? На кораблях. Так, еще, да, вот, еще одного культиста. Это будет как раз-таки прокачка копья Леонида. Я хотел вот этот вчера оставить. Дерево все у нас, да, полно. Потихонечку. Может быть, вот так смотреть, где он есть? Когда он, говорит, пойдет в Ахею? В Ахее, говорит, предводителя надо завалить. А, как вчера снизить это влияние, да, и подраться, я понял. Спасибо. И на поле боя, типа, идти. Там афиняне или кто там, спартанцы будут драться. Спасибо. Ну, таких на самом деле, по-моему, всего лишь 2, да? Культиста. Вот один вчера был на море, с кем пришлось драться. После того, как влияние этого местности мы завоевали.
дом предводителя. А где у них тут? Вот, поля сражения. Ага. Ну, вот здесь я, смотри, зачистил это самое, ребят. Получается. Осталось вот. Нужно будет выбрать за Афина. А разница есть в этом, Афина или что ты там выбираешь? А то у меня вчера вообще без выбора. Пошел просто и подрался. Афины там не Афины. Да, таких получается 2 культиста. Ну, я имею в виду с полем боя. Не стоит здесь оставаться. Только не кричи. Ага, не кричи. Где он сам-то? Нужно сбить огонь. Я не люблю это. Я не люблю гореть. Не, я не знаю, сколько. У меня под 100 точно не было, Максимилиан. Проверю, все ли в порядке. Чего-чего, такого количества точно не было. Тебе не сбежать! Как Фалк Олимпа? Не. Наверное, не пробовал. А что она дает? У меня, может быть, даже ее и нету еще. Так, дом предводителя зачищен, выходит, да? Да. Ты дорого И сразу стрелять. Ну ты... Я тоже могу. Урон дает. Сейчас, секунду. Ну вот это 2 урона я поставил. Оно, не оно, я не знаю.
Фалк Олимпа, во. Гаргоны. Опа. Меч. 17% шанс оглушить противника. К адреналину закрыт удар. $24. Надо посмотреть, ну-ка. Тут к воину, а тут шанс оглушить. Ага. Да, есть шанс в ближнем бою 5% оглушить. Ну тогда что я теряю? Надо тогда ставить элитным противником боссом. Так-то я ничего не теряю. А где 20%, 24% адреналина за удар? Где это стата? Урон, шанс, урон горения, урон, продолжительность, мощность, яда, бонус, брони, здоровья. А я что-то не вижу. Вот этот вот 24% к адреналину за удар. Тогда надо поставить к общему количеству либо урон элитным противникам воинам сюда. Татуху. Либо урон от кинжалов, я не знаю, хватит мне, не хватит. Просто вот эта штука, шанс оглушить, хочу проверить. А если на медузу пойдешь, то один комплект героя Спарта дает 50 урона. Способности воина и способность удар быка, чтобы убивать каменных солдатов медузы. О, Амир, я понял. Но у меня есть нечто другое, чтобы солдат каменных убивать. Спасибо за напутствие. Буду иметь в виду. Так, ну мы еще с вами это самое влияние не убрали. У нас еще влияние. Под водой не взял, где остров Тира. Возможно, не взял. Остров Тира — это где мы культиста искали? Вчерашнего. Не, я вроде там все пособирал. Так, где тут кузнец-то? Стой. А не он. Вот сюда вот. Там аж 2 штуки. К общему адреналину и урону элитным боссам, то есть элитным войскам и боссам. 25%. Допустите меня, ящики. Сейчас я поставлю в этот... Что ищешь? В кинжал. «53-й надо уровень. Вот этот вот меч, ой, лук примерить. Хорошечно прям. Убийца воина. Перч следопыта. 60 крита при низком, при полном. А, это урон от крита. От тяжелого за убийство внезапной атакой. Тут такие, я не знаю, прям. Вот тоже, блин, спартанские. Шансу крит удара при полном убийце. Нет, это надо все равно кузницы богов открывать, как ни крути, чтобы... Так, гравировка.
Чтобы нормальные гравировки ставить. Потому что я уже уперся, видимо, в предел этих гравировок. Вот оружие наносит ядом при атаке сзади. Оружие наносит урон от огня. Вот шанс крит-удар добавляется к урону. Нанести крит-удар невозможно. Вот этот вот имеет место быть. Да, посмотрим. Сколько у меня сейчас там урона? 120 было тысяч. И нифига не прибавило. Так, 113, а так... Не прибавил. Лучшие цены в округе. Я думал, что весь шанс пропадает и переходит типа в урон. Пробивание брони. А меня, по-моему, и так там пробивает. Вот это я хотел поставить. Меня, по-моему, там и так что-то пробивает щиты. Где она? Все стрелы пробивают щиты. Да, все правильно, все правильно. Так, движемся мы туда. Да, и там поле битвы. Сейчас, братан, я у тебя хотел посмотреть, что купить. Нет, все, прям полно. И тебе хорошего дня. Корабль. У нас тут горилки. О, там ресурсов 132 тысячи. Прочности корабля можно нанимать снижение урона к мощности при подготовке. Вот эту штуку можно качнуть. А дальше уже я не знаю, куда там качать. Вроде корабельных дел уже не будет таких особых. Чем могу помочь? Просто раз, десятка. Пират. А можно ли здесь поменять как-то... Во, можно. Можно вид поменять. Можно я вид поменяю? О, пират. Ля. Капюшон. Ну, венец это так себе, что-то я не знаю. Можно спартанца поставить. Или вот это вот самое простенькое. Оно интереснее смотрится. Так, ладно, вот шубку давай поменяем с тобой, братан. Туника севера. О! Какие мулаты-то нацепить можно будет? Поизящней. Красные. Афинского героя. Нагрудник полубога. Бронзовый нагрудник. Ой. Давай желтенький. Мне нравится желтенький цвет. Вот так вот. Так. Так. Давай что-нибудь со штанами сделаем. Подожди. Не то нажал. Ипполиты, ё-моё. Микенские. Что-нибудь такое, ну. Подлиннее нету? Спартанского героя.
О! Поезд бессмертный. Ты что, бессмертный, что ли? Да, бессмертный, да, все, вот так вот. Завоевателя. Это какой, да? Сандали Атлантида. Арес. Арес. Спартанского героя, либо Атлантида. Давай Атлантида поставим. Что-то смастерилось вроде, друзья. В сандалях Атлантида и нормально. Прям что-то на шотландца похож, а не на пирата. Да, пофиг вообще. Просто хоть броня, она как на броню похожа, а то прям, я не знаю. Убьет тебя и получит деньги. Чего там на меня опять? Что я сделал? Я только переоделся. Награда за наемника. Не. А, я уже могу сдать награду за наемника. Я, видимо, убил уже где-то наемника. То есть я должен убить, что ли? А, да. Убейте цель. А я торможу. На смерть! Пятки, пятки горят, дымятся. Вода, во, вода есть. А тут еще вода, заходи. Еще одну ячейку адреналина надо. Вода, 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 вода. Перекат, вода, перекат. Ну как, я же увернулся-то, ну. Он точно где-то здесь. Он где-то рядом. Просто затащил, ударил. Нормально. Получилось так. Шляпа. Ты что, это дурак, что ли? Я ж тебя не трогал. Подвойные заточенные в комплекте убийцы, они мало... Не, они профитные. Ну, как бы серьезно, что ты побил и такой... О! 99% сопротивляется солнечным ожогам. Стой, стой. Можно и это поставить. Просто в шляпе.
Да пофиг, что дамская, главное от солнца не припекает. Подожди, как там написано? Сопротивляйся солнечным ожогам. Солнечным это каким солнечным? Это типа как это било, когда я дрался сеструха, вот эти вот лучами. Это же как солнце, нет? Божественные лучи какие-то. По кукурузному полю в таком кипарике чистого. Все, ладно, шлем наемника, хватит шутки. Сейчас мы юбку снимем, все это жарко. Пояс наемника. И пошел. Так, подожди, а где у нас тут? Нам надо выследить это уже. А, подожди, а почему ты сказал, Максимилиан, именно я должен Афин выбрать? Там в описании, что ли, где-то культисты? Ну-ка. Культу ради жажда крови, утешения его призвали в качестве... То есть он, получается, Афин я должен выбрать, потому что он за Спарту. Флаг это был белым, теперь он покрыт кровью моих братьев. За космос. Наш герой Палан ждет, что так, он бьется ради славы, он бьется ради жестокости. Жаждет крови, он бьется не ради славы, он бьется ради жестокости. То ли он за Спарту, то ли он за афинян. Но Максимилиан подскажет, что тебе надо за Афин, видимо, против Спарта. Он, видимо, спартанский. За Спарту ушел. А вообще, подраться мы уже можем. Если так разобраться. Попробую найти укрытие. Ну да, кстати, удар героя тоже относительно теперь очень сильно бьет. Критует. Там в описании подсказка напишет, что с ним можно сразиться только если выберете сторону Афин. Вот я сейчас посмотрю обязательно, потому что как-то надо понять эти описания. Там что-то сразиться. Сейчас. Кто там? Заходи. Заходи, заходи. Нападай, трусливая тварь! Еще припасы где-то надо сжечь.
Так, заказчика я тоже убрал. Где тут припасы? Так, одни тут, одни... Ага. Только не сгореть. Так, область исследована. Так, в описании подсказок напишет, что с ним можно сразиться только если выберете сторону вот афинян. О, так, давай посмотрим. Так, это наемники, не то. А чё, подожди, какой мы тут? Мы с вами только на ц1 и остались. И вчера были на ц1. Хотя мы немного поубивали. Флаг этот был теперь покрыт. Он так. Я отказываюсь сражаться за космос. Ладно, наш герой Палан жаждет крови. Он бьется не ради славы, он бьется ради жестокости. Остановите его когда-нибудь, когда он пойдет. Когда он пойдет на Ахею, выступите против него. Мне не удалось. Где тут написано, что это? Чисто в догадках? Или... Читая в книгу, вижу фигу. Тут же вот написано, а я всегда в подсказках ищу местоположение культа. Что-то для меня все время... Вроде стрим-то уже не первый, да, там по счету, но для меня все какие-то прям новизну. Здесь можно снять шлем, ладно, это был. Вот этого я вообще не помню, чтобы было. Появилось, ладно, появилось. Теперь тут, если культисты ищем, то я всегда ищу здесь вот в описании. Хотя вот написано черным по белому, что вот, что надо сделать. Спасибо, дружище, я понял. Свалишь на поле битвы, сколько солдат? Ну, на поле солдат, я тебе скажу так. Свалить на поле битвы, тут... здравствует, походу, Мишань, я пока не вижу, но добро пожаловать. Чтобы свалить на поле боя с сплэш-уроном, надо, знаешь, как, я думаю, развивать? Надо развивать, везде ставить выстрел в голову, или там урон охотника и выстрел в голову. Именно выстрелом в голову, и бахать сплэшем, и качать какую-нибудь мощность этих ядов, мощность стихий. Вот тогда будешь валить прям на повал. Потому что лук он так чисто на отстрел, хотя... Ну, не развитый я к этому. А чтобы развивать, надо выстрел в голову вот этим вот сплэшем бить. И адреналина, причем, зарядить хорошенько, прям по максимуму. Вчера тоже смотрел, как поле боя у меня происходило. Чем больше адреналин, тем больше ты выстрел в голову делаешь вот этим сплэш-уроном. Ну, точечным, короче, по всем. А он, походу, видимо, всем в голову стреляет. Ты наверняка будешь лежать ничком в каком-нибудь... Вот, а чисто с кинжала там, ну, не знаю. Это надо прям ваншотать. 3 ячейки, это мало. Мисти, может, Афина все-таки с нами, раз ты здесь? В чем дело? Я, в принципе, за культистом иду. Танцы загнали нас в угол. Нам нужна Но идея, да, хорошая. настоящая Вчера битва. истоки проходил ДЛС проклятие Мой фараона. клинок ваш. DLC проклятие фараона. После победы! Ну это не пересечение, да, или как оно там? Которое я сегодня зачитывал. Так, сейчас я, друзья, прям пару секунд. Сейчас пару секунд. И что там, Мишань? Новая какая-то история некая, да, появилась? Да, кстати, друзья, у вас пятницей. Сегодня трудовая рабочая неделя заканчивается. Там выходные. На выходные я постараюсь. В общем-то, кто с утра не был, кто был, повторюсь. Дали ключик на игру. Новая игра. Альфа-обзоры делали, но там, по-моему, ключик бета дали. Но ключ не подошел, а активация зафиксировалась. И, короче, мне разработчик переслал ключик новый, а в Steam не могу переактивировать. Говорит, у вас уже есть эта игра.
Новинку хотел вам на выходные показать. Там открытый мир, РПГ, экшен, приключения. Такая красочная мне показалась. Вид от первого лица там. В общем, хотел поделиться. Если я решу вопрос, то, значит, какую-нибудь новинку посмотрим на выходные. А так, Red Dead Redemption 2 ждите. Там фараона норм. У меня примерно одинаково выходит, что за воина, что за убийцу, что за лучника. Примерно под 100. Я не знаю, как ты это самое, дружище, как ты бустишь шанс крита, может, ты бустишь. Не знаю, чем ты делаешь, но вот этот сплэш охотника мне понравился, серьезно. Хоть огнем заряжай, качай мощность стихий, урон в голову. Хоть с адреналина, ну, я не силен, в общем. Я как бы прохожу впервые, мне удовольствие приносит. Сейчас я минуточку. О, так, я извиняюсь. Так, пересечение, ничего особенного. Понял, Мишань, понял. Старый DLC, а тебя какой ник в игре, а то хотел в стиме. Максимилиан, я играю без Steam версии, я покупаю игры Assassin все в Original. Ой, в Original в этом, в Uplay. Steam ссылка есть под стрим в описании. Сейчас даже проверю. Может добавиться, может там даже в группу вступить, я буду только рад. Так, а где у меня? Сейчас я проверю сам себя даже проверю. Да, вот есть, я Steam. Либо все тут. Все тут, там все ссылочки типа мои.
Телеграм, Ядзен и группа ВКонтакте в описании. Добавляйся, милости просим. Так, ну что, друзья, поехали сражаться. Подожди, где? А, вот она. Короче, сейчас надо опять адреналина накопить и опять бахать. Я Ubisoft Club есть у тебя? Да, должно быть. Моя голова станет. А, вот он. Вот он. Надеюсь, смерть тебя не страшит. Хотел и поизящнее, чтобы сделать, и накопить еще этого самого. И не получилось. Да, вот он-то высветился. Сейчас, секунду. Сейчас добавлю. Опа, а как тут? А, вот, все нашел. Да, все, добавился. Немножко портит этот здесь это самое культист. Типа с ним возиться немного дольше надо. Сейчас еще раз попробуем. Мистей. Да. Я с вами. Ну что, прям конкретно все отлетали? Да, тут надо выстрел в голову. Кровь нашего врага!
смотри, правда, щиты бьет. Блин. Опять этот пошел. Моя смерть будет быстрой. Давай, 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 братан. Я увижу, как угаснет твоя жизнь. Вы умрете. Блин, не дает отхилиться-то. Да отвали ты, ну. Так, набираем еще, да, полоску и... В целом неплохо так фигачить. Ох. Не, 74. Но это неплохо. Все равно. Конечно, не дотягивают там до сотки.
Ну, смысл такой. Ну, качнуть урон в голову, яда и адреналина больше, и можно прям бахать, бахать, бахать. Смотри, тут сколько лута. Войдите в логово культистов. А нет. Я, оказывается, 935 наемников завалил, а ты 133 пока. Количество убийств... А, ты там смотришь профили? Да. Все, друзья, это последнее. Так, 1 очко способности и... Так, урон убийцы. Урон от кинжалов. Шанс при полном урон. О, урон при полном здоровье. Берем. По снаряжению у нас с вами стал доступен ахилл. Переходит здоровье 5% урона. Тут все подвоено. Ага. Ну, мне, в принципе, 2% даже хватает с одного предмета. Так, подожди, а 5%? Стой, мне вот интересно посмотреть. Вот 5%. А он все равно 5% переводит. Переходит. А какой тогда смысл-то? Вот если здесь 50% способности от урона, то тоже 3. А, ну я понимаю, почему эти эпические лучше. Типа смысл в том, что у вас какая-то вот 50% от способностей. А вторая, допустим, от третьей гравировка будет не такая хорошая, допустим. 18 урона от кинжалов, а тут всего лишь 2% урона. Конечно, 18% больше. Так, это мы сейчас войдем. Лесбос — это медуза. Копье. Сначала улучшаем копье, идем. Все, ребят, прям хорош. Спасибо всем вот за такую вот неоценимую помощь в поисках культистов. Ну, да, на моей памяти только 2 культиста, с которым надо это самое... влиятельность территории снижать, и потом идти драться на кораблях и на полях сражений. Может быть, 3. Улучшаем копье, двигаемся к медузе, это на Лесбус, по-моему. Потом мы узнаем, кто такая культист. По-моему, она такая. Копье, копье, копье. Бегу к тебе, копье. 22-й кусочек нашел. %2 урона — это гравировка. Ну да, на легендарках 1 ячейка стоит, а на эпиках 2. Можно поставить, да? Ты про это, наверное, мне. Но это надо найти эпик подходящий. Ты же можешь только заменить, то есть добавить одну. То есть получается найти какой-нибудь эпик. Сейчас. К примеру, ну вот. Че не эпик? Прям вообще. Криты при низком. Сила крита, шанс крита при низком, плюс убийца. Хорошие сандали, а потом ты их еще это самое, там 2%. Ну, то же самое, что найти. Но у них, по-моему, там 5 или 6 гравировка идет. Ну, если ты находишь. 5 или 6% в зависимости от уровня. Там можно на E7, наверное, уже найти. Процент. И еще добавляешь свою, да? Угу.
Машина активна. Хроносинхронизируем трансляцию. Контакт установлен. Контакт установлен. Сейчас я сандалии эти меховые сменю немного, а то что-то ноги парит. Дайте какие-нибудь... О! Ахилла победить, чё? Так, теперь по заданиям. Где это? Лесбос. Да, вот он, Лесбос. Так, а это Дафна у нас здесь, получается. На Хиосе. Так, ключ-диск у нас есть? Да, есть. С этим как бы все нормально. А, 53-й, кстати, 53-й. Я хотел... Это мой лук. Вот, 6% урона, да. Убийца воина. От яда. Вот этот я, по-моему, хотел. Тяжелый лук. Что я теряю? Я теряю от воина урон, но прибавляю шанс крита. То есть это мне то, что надо. И здесь надо какие-нибудь огненные либо отравленные стрелы. Мне и то, по сути, ну... Интересно. Либо лук Париса. Пронзающие стрелы, усиление 17%. Но тут больше будет. Скорость усиления, прозрачный... Нет, это мне не надо. Убийца от яда боссом. Оно не стакается. Босса можно сменить. 20 от яда. Тут... А, тут общий показатель урона. Тут убийца, возможно, вырастет. Ну, тут будут от яда. И, к примеру, сейчас посмотрим. Это не точно не нужен. Это не точно уже не нужен. Могу только использовать. Охотник к шансу. Губительный выстрел не то. Вот что лучше поставить, блин, с ядом? Но тут можно поставить, типа, опять же, гравировку. Но там 2%. Да, надо посмотреть сейчас у кузнеца. Метилена. Пробуем искать артефакт. Ведом ли тебе страх? А тебе не страшно спрашивать о таком? Ха! Я могу предложить работу. За большие деньги, но очень опасную. Если страх тебе ведом, ты можешь не справиться. Я никого не боюсь. Но я не о людях. Я говорю о самых опасных и свирепых животных на свете. О медведях. Медведи? Я делаю из их шкур доспехи. Много медведей обитает к северу от Хиоса. Поможешь? Я сделаю тебе нагрудник. Я принесу медвежьи шкуры. Отлично.
выживешь, и я... Там спасали, а тут добываем. Помните, волков там? Где найти этих медведей? В охотничьем лесу Артемиды, к северу от Хиоса. Ты целыми днями можешь говорить о медведях, да? Вернусь со шкурами. Поторопись, покупатели очень ждут нагрудники из медвежьих шкур. За медвежьими шкурами нужно плыть на Хиос. Да, не проблема. Я все равно пока не знаю, где тут что искать, надо квесты. Можем, кстати, лук Артемиды огнем поставить, бить. Вот, типа ядом. Как тут получится? Париса нет. Вот либо клыкастый лук, да? Либо ядом. Либо огнем. Но лук Аида, там урон воина. Очень много теряю урона убийцы. Если, к примеру, ядом, то надо посмотреть клыкастый лук, сколько прибавка я смогу поставить на общий урон. Я уже, в принципе, потеряю 3000, это не так много. А клыкастый лук сейчас прокачаем до 53-го, и он, возможно, даже подтянет тот недостающий урон. Так, подожди. Я ж до кузнеца шел-то. Вон он. Только лучшие товары. Так, продать, продать. Так, убийца 6 урона. А че продать-то его не могу? Непонятно. Поврежденная шкура, молоток. Так, сначала улучшить. Так, это тоже улучшаем. Улучшаем все потому, что больше урона. И где этот лук? Вот он, убийца. Перегравировка, посмотрим. Так, тут боссом, элитным, тут затрату, тут оружие яд наносит. Подожди, элиты есть. И тут у меня стоит элитным... Че, торможу-то, стой. Тогда У меня либо топор, либо этот. Зачем я топор-то прокачал? Он от тяжелого клинкового дает. Ну, к общему, нет, не то. А здесь у нас адреналина сейчас за глаза. Здесь оглушить. Так, ладно, тут все верно. Вот по лукам. 53. Тут уже дает на минус, да, 17. Теперь по гравировкам луки. добрый день. Давай, воина усиленно, охотника в голову, вот, к примеру. 25 урон попаданий. Обычно натравленное на горящее. Так, да? А тут сразу будут отравленные, но только вот это надо поменять. Какую я могу поставить сюда гравировочку? 5 шансов, но только 2 урона я могу поставить. Потому что элитным у меня уже есть. Либо попадание в голову, либо вообще охотника. Либо вообще поставить, вот, к примеру, 2%.
Так что это самое, Максимилиан, если ты еще тут, то... Тут нету к тому, что еще к урону поставить, так как гравировка уже есть. Даже те самые 2%. Тут только типа поставить отравленное, либо горящее. К примеру, поставлю горящее. Без разницы вообще. Здорово. Разгонять там какой-то, к примеру, яд или еще что-то. Но он чуть похуже, допустим, клыкастый лук. Чуть похуже, по урону повыше. Но по показателям чуть похуже за счет того, что тут 6%. А тут 17 убийца. Значит, если так посчитать, тут только 22% к убийце. А здесь 19% к убийце получится. Ну а тут урон от яда идет. Именно урон, а не мощность. Урон это, видимо, имеется в виду периодический. А здесь просто идет шанс крита. 6%. Получается, был 21, стал 27. Но вот только в этом разница. А так, что это, но это вообще никакой. Вот если гравировки, как ты говоришь, там дорогие можно ставить, то клыкастый лук в этом плане выигрывает. Вполне прям, вообще без вариантов, чем эпик. Поставь гравировку сюда 6%, и он вытащит. Даже если здесь ты поставишь 17 убийца, то сюда 6% и... Оставлю, да, пока так. Потом посмотрим. Что-то я взял какое-то там задание. Пошел искать, ну вы поняли, на Лесбос. А в итоге мне говорят, иди шкур принеси. Лучше шкуру медведя острова Хиос к югу от... Что к югу от острова Лесбос. В охотничьем лесу Артемида. Сейчас мне там Артемида прям... Еще в охотничьем лесу. Этот лук лучше. Который шанс крита дает. Нет, я просто сравнить. Потому что у клыкастого лука урон убийцы больше. А смотри, ты говоришь, ну, типа вот этот, к примеру, предполагаешь. Лук лучше. За счет чего? То, что 6% шанс крита, он ничем не лучше. А клыкастый лук зато потом урон ядом наносит сильнее. Ты вдарил и пошло травиться. 24%. А, на севере. В охотничьем лесу на севере. То есть я правильно иду, вот здесь где-то. В общем, как-то, не знаю, по мне это спорное решение. Но, опять же, шанс крита прибавляется к общему показателю. С чего бы ты ни делал, согласен. Но и отравление работает с кинжалов. Тоже немаловажно. Как бы так. Если бы мишки были... Влад был прав. Мягче меха я еще не встречал. Сори, Михалыч, сори. При всем моем уважении. Охота есть охота. Хоть на бегемота, хоть на медведя. Так, ну можно как-то... Два медведя. Может быть, подождать типа ночи, они респанутся. Есть такое тут в игре? Пойду до той точки, дойду, хоть посмотрю, что там.
Второстепенные задания, деньги на ветер. Так я же не знаю, где медузы. Я поэтому беру все задания, выполняю. Ну, типа, диски есть, чтобы узнать. Не, хотя я сейчас попробую сориентироваться. Это некие какие-то должны быть пещеры, либо развалины. Одно из двух. Ну, если говоришь, что все давай, то значит это открытая местность. Это не может быть какой-то квестовой. Если по квесту, то уже давно бы сказали. Надо типа квест выполнять. Сейчас уж 6 шкурок найду. Куда деваться? Где? Вон он. Вижу, вижу. Михалыч? Да как ты там встал-то? Ну да, тут типа это самое. Эти квесты можно вообще как бы вне стрима выполнять, я согласен. Наш торговец делает мне полный доспех из медвежьих шкур. Где-то, кстати, даже интересно квесты. Так, еще один медвежонок. Еще один медвежонок. Пойду-ка, наверное, так вот. Прогуляюсь. Может, сокол еще подметит. Пока не видит. Медуза. Медуза и культист у нас. Вот. Главный. И что-то все мишки пропали. Мишки? Вижу мишку, вижу все. Тот мишка был умнее, он спрятался за скалу. Этих шкур хватит. Пора возвращаться в Метилену за нагрудником. Сейчас вернемся, брат. Культисты, культисты. Ну как же так-то? Я пропущу-то культистов. Это же они, нет? Малай, кидай. У-у-у. Опа. Я не пойму, он больше наносит урон или нет? Чисто визуально.
Просто я к чему сейчас спрашиваю, потому что все-таки... Ой. Огонь это война, это не убийца, это способность. Хотя, может быть, яд не влияет на доспех. Вот, кстати, да, на способности, как там, 50% урон способности убийцы. Яд это способность убийцы. Ну, вообще это стихи, да, по-правильному. Но в разделе способности убийцы. Значит, лук надо ставить на яд, а не на огонь. Ты свободен. Тихо, в лесу. Давай. Сейчас отнесу шкуру. Где там он? Находится, говорит, на пристани. Ты удалил, что ли, сообщение? Я понял. Ты принес? Да. Вот твои шкуры. Впечатляюще! Немногие способны выжить после встречи со столь царственными животными. Нагрудник из медвежьих шкур твой по праву. От одной стрелы сгорает. Не, но я так чисто размышляю, потому что тут есть урон стихий. Может быть, урон на стихии вообще не относится к тем или иным. Вот способности, видишь, убийцы. Способности нажимаю, тут прям написано. Все вот эти способности убийцы. То есть, значит, я тоже, по идее, должен считаться. Как-то так. Так, сейчас я... Где у нас там задание? Пифагор рассказал Алексису о закрытых залах в Атлантиде. Он отправил Мисти в путешествие. Позволит найти артефакты. Ищите артефакт на Лесбусе. Отслеживать. Отслеживаю. Так, карта. Месть волка. Какая-то месть волка. Блин. Если ты говоришь на пристани, значит это где-то здесь. Может быть вот это вот. Предположительно. Потому что здесь поля. Здесь некая крепость. Вот, наверное. Или просто фотка. Какие предположения? Сейчас будем бегать искать. Погоди, сейчас я яд поставлю в лук. Быстренько. Чем могу быть полезен? Все-таки мне яд больше нравится. Не знаю. От огня я обжигаюсь. Опасно для меня огонь. А где ты есть-то? Где вот, заменяет, вот, все есть. В другом конце. Че ты говоришь в другом? Почему ты говоришь в другом конце острова? Если ты говоришь на пристани. Деревня Жемчуга. А, окаменевшие долины, типа Медуза же в камень. Вот она. Вот он, видим, вход. Ага. Тут войны такие. А, вот он, вход в долину, типа, и тут показано по картинкам. Как идешь по дороге, потом какие-то леса.
Потом заходишь в ее логово. Что за Фалк Олимпа? Не понял. Почему? Так. К запасу здоровья максимальная. Так. Ага. Это я понял. Квест, говорит, у пристани берется. А так я не пройду, что ли, без этого? Окаменевшие острова, вот он. Ага, я уже все вижу, да. Тут просто, смотри, вот этот квест я выбираю, верните артефакт. Заходя сюда, на Лесбус, то тут два знака вопроса. Один он про шкуру говорит, а это, видимо, сейчас скажет про медузу. Спокойно, в чем дело? Мой муж опоздал. Нет, пропал. Они с другом хотели убить гигантского волка к югу от Метилены. Уверен, он опаздывает. Не беспокойся. Но вдруг дикая тварь прямо сейчас рвет их на части. Как скажешь. Ты поможешь найти моего мужа и убить волка? Это вообще тоже не то. Убивать волка. Я могу просто вернуть мужа и его друга. Не убьешь волка, эти глупцы снова пойдут на охоту. На пристани на другой берется. А я Блин, дам тебе я туплю, сори. Давай, ладно, я убью. Найду твоего мужа и убью гигантского волка. Спасибо, Мистий. Если я чем-то могу помочь, Почему ты считаешь, что это необычный волк? муж сказал, что он вдвое больше обычного волка. На юге от Метилены, так? Но где именно? Он пошел на юго-запад к горам, чтобы устроить засаду возле алтаря. Я найду твоего мужа и его друга. И убью волка. Да поможет тебе Артемида. Несколько охотников пропали в Лесбусе. Они охотились на южных холмах бухты Любви. У затерянного храма Посейдона. На южных холмах бухты Любви. Бухту Любви. Южные холмы. Это где-то здесь. Получается. Давай. Ты, как всегда, идешь выполнять одно задание, а берешь другие. Но я не вижу, где это задание, оно не подсвечивается. Ищите на Лесбусе, оно не светится. Но на Лесбусе мне надо точки пооткрывать ведь. Я это понимаю. Ну так это надо сейчас по всем пристаням бегать. Просто первую пристань, 2 восклицательных знака, да, к которым подходишь и говоришь. Но отказывать я уже не могу. Взял и взял. Ну прям это, да, я понимаю, торопите. А то так и не вложишься. Сейчас еще медузу будешь 2 часа кромсать, да? Это не то. Поищу укрытие. То, что окаменевшую долину, да, это уже и так это, ну, видно. Элла. Это храм, о котором говорила жена. А на пристани надо взять квест возле окаменевшей долины. Сейчас сделаю. Опа. Какие ж пятачки эти опасные.
Одного из них убил волк. Это муж или его друг? Кровь. Волк утащил второго мужчину. В пещеру, быть может? Сейчас какой-нибудь минотавр там вылезет. Ой ты, ё-моё. Огромный. Но раз волк мертв, кто же убил их? Тут не было таких еще оборотней, да? Кто их убил? Людоед? Кто здесь? Женщина просила меня убить волка и спасти мужа и его друга. Я друг. Ее муж мертв. Мы убили волчицу. Беременную. Роковая ошибка. Мы не знали. Что внизу? Мы сняли шкуру с волчицы. Раздался жуткий горестный вой. Это был волк. Он загрыз моего друга, утащил меня сюда. Он ждет. Он жаждет мести. Убей его, или мы умрем. Или мы умрем? Меня наняли убить волка, а не судить вас. Жди здесь. Спасибо тебе. Спасибо. Не, ну волк так-то прав. В любом случае, они охраняют свои территории, там, туда-сюда. Чисто батя так пошел мстить. Костер, видите, тут разжег. А он умер, что ли? Классно, блин. Пришел, блин, спаситель. А этот... помоги, говорят, убей волку. Волка убил. А, волчица. Так, и в окаменевшую долину, что-то там, пристань, короче, Медуза. Медуза, Дафна еще, друзья, искать. Еще культисты искать. Сегодня прям все будет обыскиваться. Точнее, остатки будут находиться, проходиться. Главное вовремя вложиться. Во время. Мой муж так и не вернулся. Не. Он вернется. Твой муж мертв. Нет! Но я убил волка и принес его шкуру. Надеюсь, тебя это утешит. Утешит? Смерть волка? Мой муж мертв. Ничто его не вернет. Бери этот шлем и уходи. Понятно. Порывы ярости. Так. Окаменевшая долина. Говорит, иди туда. Квест берется на пристани, блин. Какой нафиг пристани? Ладно, пойдем отсюда тогда. Я не знаю, правда, с какой пристани, где что берется. В итоге вот я выбрал квест, и он не подсвечивается. Ищите на Лесбосе, сказали мне. Ищу на Лесбосе. Виноградник. Каньон. А тут есть орел какой-нибудь? Точка синхронизации. Нету. Тут нема. Камера, женщина-лекарь, окаменевшие острова. Есть какое-то. Пойдем.
Сейчас я пооткрываю, посмотрю. Вот опять же, да? Смотри, опять квест появился. Окаменевшие острова. Ну, по идее, похоже на квест какой-то. Ну что, поехали. Давай. Даю. Медуза, я к тебе мчусь. Мчусь, правда, как вслепую, знаете, глаза закрыл и бегу. Ну, типа, такое ощущение. Квест не открытый, потому что долина, ну, местность, я понял. Ну уж медузу, чтобы я не нашел или мимо прошел, ну, наверное, это не получится. Даже того же сфинкса было хорошо видать возле развалин. Циклоп у нас тоже опять же привели. А тут-то вся долина в камнях. Сейчас найдем, ребят. Кто ищет, тот находит, да? Так, давай, наверное, так вот. Сейчас коня. Летает же ведь, летает. Виноградники. Красиво. Даже Маркос не испортил бы такой виноград. Маркос, да, это наш этот отчим. Что-то давненько он не появлялся-то по сюжетам, там, по лору. Тут наверняка есть охрана. А вы кто? Тихо. Лесбос Великий остров. Мать, некогда. Я тебе помог. И так, ладно, мне некогда. Медуза ждет. Волки придут, залази назад, я потом подойду. Слушай, а может это и был квест? Ну-ка. Эликсир какой-то. Храмки белая. Надо было обыскать. Вот она, окаменевшая долина. И вон они квеста. Все, открылась локация. Блин, тут столько островов, тут столько всяких историй, тут столько всяких ситуаций, абсолютно разных. Что семейных драм, что так-то разбойники, то заваруха какая-то. Бои какие-то там, морские, да такие простые. Во спасение любви квест? Окей. Хорошо. Дабы времени не терять. Спасибо за напутствие. Спасибо.
А то я могу еще на стрима 2-3 Ассасин прокрутить там завтра, послезавтра. Побегать по каждому острову, выполнять задания. Слушай, вот, Максимилиан, смотри. Что за тема? Вот я играл, да, гравировки кап получили. Я вчера спрашивал. Мне говорят, отправляйся, по-моему, в кузницу Гефеста, вылезло сообщение. Да, вот та кузница пустая. Ты как бы знающий человек говоришь, это не та кузница, там другая кузница. Но, опять же, туда надо найти все остроконы. Да, чтобы попасть. А чё ж тогда за подсказка-то, блин, найти кузницу Гефеста, но ты туда не попадешь? Как-то это, наверное, неправильно. Иди туда, но ты не сможешь попасть. Пока не найдешь там что-то тут. Сейчас я, ребят, 2 минутки, с вашего позволения. Проклятый краткий лес. О, супер барышня доспех. Сейчас я 2 минутки. Проклятый лес. Да, я в обычную пещеру пошел, правильно. Но которая открыта, а бухта у меня даже не открыта, если так-то. Вчера смотрели. Вот, она закрыта, Македония. Ну, как-то сюжет не ведет, я не знаю туда. Тебя считают воплощением справедливости. Ой, она напугана вся. Боги слышали. Помоги мне. Молчи, змея. Что такое? Мы воздадим этому чудовищу по заслугам. Они все сошли с ума. Думают, что я принесла Лигею в жертву твари из леса. А ну, прикуси язык. Она точно в сговоре с великим ужасом. Она напугана. Прошу, Лигею забрали. Если умру, кто спасет ее? Я спасу Лигею и убью любое чудище на пути. Что ты такое говоришь? Она приведет тебя к застывшему храму. К смерти. Что это? О каком чудище ты говоришь? О бессердечном, неведомом. Убьем эту нечестивицу, пока она не привела ужас к нам.
Ты сказала, что тварь живет в лесу. И где же? За застывшим храмом к северу отсюда. Ужасное место. Там лишь мрак и камень. Там стоят древние руины, откуда нет возврата. Я помню, эта Медуза сыграла, как она... Квентин Тарантино играла-то эта девочка. Убить Билла. Только вот в каком фильме, я не помню. Тоже прикольно так сделали. Ты упомянула Лигею. Она... Ну, в битвах Титанах тоже, да, Медуза. Она Ничего так. прекрасная. И что великий ужас пообещал тебе за ее душу? Она жива, Мисти. Я знаю. Если этот ужас схватил Лигею живой, нужно спешить. За мной. Осторожно. Этими людьми движет страх. Она пойдет со мной. Не стойте у нас на пути. Она околдовала тебя, Мисти? Слушайте, мы должны спасти город, а чужаки должны умереть. Ну, ё-моё. Все в храме. Я разберусь. Она околдовала тебя, говорит, все. Где? Ты спасена. Я? Главное, спартанцы тут. Мисти, я хочу еще раз взглянуть Лигее в глаза, даже если умру. Будь осторожнее, и с моей помощью ты сможешь снова взглянуть в глаза любимой, не жертвуя жизнью. Знаешь, я не могу называть тебя просто ты, Меня зовут Брис. Алексиос. Лигея ждет меня, Алексиус. Будь я в плену, мне бы не пришлось ее долго ждать. Не будем ее подводить. Куда идти? Кажется, да, тебе кажется, что я долго провожусь? Может быть, может быть. Ты удивилась, что ее похитили? Здесь опасно. Нужно покинуть город. Быстро! А такой командный голос проснулся. Я боюсь, я хочу увидеть ее. Там-та-та-та-та. Быстро. Такой прям. А зачем они вообще эти куски разбили для защиты Атлантиды, разбили куски и дали этим самым каким-то легендарным существам? Ну, тоже непонятно пока. Или я где-то уже прошляпил эту мысль. Такое все окаменевшее прям. О. Это наше тайное место. Запретное место запретной любви. Романтики мало. Сомнительное гнездышко. Я нашла лоскуты, ведущие в логово ужаса. Мы должны спешить. Идем. Пора найти Лигею. Веди.
Зря точку синхронизации не открыл, она может пригодиться. Ну да, я проезжал мимо тут. Был орел. Пригодится в плане перемещений. Икар уже недоступен. Что стряслось с деревьями? Мне здесь не место. О, кузница. Что это за место? Здесь нет жизни. Мы во владениях ужаса. Слушай, даже звуки боятся того, что прячет туман. Стало трудно дышать. Даже воздух здесь мертв. Эти статуи до ужаса правдоподобные. На всех лицах застыл страх. Ужас уничтожает все живое, превращает в камень и оставляет в вечном страхе. Но, Лигея, если... Как похоронить статую? Ей не встретить Харона. Лигея! Лигея! Прист, стой! Малака! Нужно идти за ней. А вот он, храм. А как он туда попала? Лигея! Это ты! Алексиус, она жива! Нужно попасть внутрь, но я не вижу входа. И по стенам не забраться. То есть Медуза может открывать, а мы не можем? Должна быть здесь, рядом со мной, в моих объятиях. Мы встречались в руинах ужаса. Я припозднилась. Хотела найти розу, достойную ее красоты. Это все я. Если бы я успела. Ты виновата. Вы встречались в проклятой долине. О чем ты думала? Мы не верили слухам. Вы разбудили смерть. Когда она пришла, Лигея была одна. Но я все исправлю. Что ты знаешь об этом месте? Лигея, дочь Артемиды. Когда-то ее тренировали здесь. Есть легенда о древ... Лигея, дочь Артемиды? Мы пришли за Лигеей? Насчет кузники Феста, потому что там прокачка очень дорого стоит, а у тебя ресурс. Мы сейчас прибежали за Лигеей, она говорит, она тут, а Лигея дочь Артемиды. Но, подожди, что-то, это же любовь, они две любовницы. Значит, Лигея проклята, но она любит Лигею, она приводит, видимо, сюда всяких... артефакте, который забрали из Змеиной ямы. Лигея думала, что он в деревне дочерей на Хиосе. Я найду. Еще есть наемник. Он говорит всем, что убил чудовище. Невозможно. Многие верят. Он может что-то знать. Этот наемник, победивший великий ужас. Где его искать? Он ждет в храме на холме, что в древней жемчужине. Многие воины зарабатывают себе имя, бросая ему вызов. Но он не мог убить тварь. Иначе кто схватил Лигею? Ты видела чудовище? Нет, но лишь ужас достаточно свиреп, чтобы справиться с Лигеей. Она сильна. И упряма. Я проберусь в логово и убью чудовище. А я найду розу, которую должна отдать Лигее. Вспомнит со временем кто-нибудь, поверь, и нас. Это Сапфо. Любимая, прошу, Алексиус, скорей.
Чё-то мне прям вообще тут сомнительно все это происходит. Так, взято несколько заданий. Ну давай. Какое там у нас первое? Задание. Какой-то некий охотник, который, говорит, убил. Ну, возможно, мы этого охотника и убили. Потому что диск у нас... Вот он. Диск Гаргона, он у нас. На полях Артемида. Артемида, мать этой Эгеи. Может быть, Артемида и прокляла эту Эгею? За то, что, типа, тут любовь-морковь там. Да, она еще сказала, что я хочу последний раз взглянуть ей в глаза, даже если это будет смертельно. Наемник на Лесбосе утверждает, что убил. Он находится на вершине горы в северо-западной части. Древний... какой? Жемчужина. Древняя жемчужина. Северо-восточной части. Восток, север. То есть он где-то здесь должен быть. Там прокачка, говорит, миллионы стоит. Ничего себе. Да, мне, ну я понял, ты просто мне это самое советом, так скажем, это время сократил, чтобы я не парился. Имеем, что имеем. Древняя жемчужина. Дороги нет никакой. Да, я понимаю, теперь точка синхронизации как раз там была бы кстати. Чтобы потом вернуться быстренько. Ну, там мы уже, типа, с Бри смогли поговорить, так как диск есть. А вот с охотником, что он нам скажет, пока неизвестно. Может быть, надо и то, и то. И диск, и к охотнику сходить вот к этому, который говорит, я убил. Эгея, моя любимая Эгея. И она запечатана за воротами. Она дочь Артемиды, говорит. То есть она полубог выходит. God of War, говорит, будешь играть? God of War. А он вышел на ПК. Не, пока не буду даже голову брать. А вот и храм на холме. Ага. А то что-то на все игры так и времени не напасешься, и денег не напасешься, да, и нервов. А еще под каждую надо видюшечку да мощную, да, какой-то вторую стрим-машину заводить. Так, точка синхронизации. Блин. Ага, нашел. Сундук нашел. Сейчас, подожди, братан. Легендарный воин, мы с тобой поговорим. Типа, смотри, ребят, я что говорю по квесту? По квесту пока говорит о том, что там живет ужас. Побежали его спасать, и все такие окаменелые. А по словам ее, получается, что эта дочь Артемиды как раз была ее любовью, которая заперта теперь в храме.
который там выходит ну, там, в какое-то время. О чем ты? Мы рождаемся во тьме и поднимаемся к высочайшим вершинам, а оттуда вновь уходим во тьму. И воин, и философ. Впервые вижу. Это не философия, это истина. Я открыл ее, познав насилие и рок, и увидев истинное зло. Ты о великом ужасе? Чудовище. Когда оно напало на нас, мы хотели одного — выжить. Копье помогло не попасться ему на глаза. Мне повезло, друзьям нет. Horizon. Да, это как и я типа отнесу его, не знаю, не играл. Не играл, немножко геймплея видел. Но вот есть тут один братюнька заходит, тоже типа блогер там, Данил, он говорит, ему не понравился Horizon. Я разыгрывал первый Horizon. Он говорит, управление вообще, говорит, трындец на ПК именно. Может, через джойстик удобно? Как тебе удалось победить чудовище? Все случилось так быстро. Мы хотели ворваться Ну, пока желания нет. но оно напало на нас из засады. Времени на раздумья не осталось. Но зачем вы отправились к чудовищу? Люди в масках наняли нас украсть древнюю реликвию из его логова. Культ? Расскажи, что за вещь вы должны были выкрасть. Кажется, они и сами не знали, что это. Убив чудовище, я хотел обыскать логово, но оно было закрыто. Оно было закрыто. Отдай мне копье. Мы воины. Отдать это копье без боя означает опозорить павших. Ты умрешь от... Вроде обычное копье. Мне не удалось спасти друзей. Спасти женщину. Ловко будет сама Артемида. Она совершила прыжок и нанести чудовищу смертельный удар. А на землю упал какой-то предмет, проклятый артефакт. Женщина коснулась его, оказалась во власти зла. Ниток поразил ее руку, обвил шею. Чудовище вернулось к жизни. Она стала великим ужасом. Замкнутый круг. Убьешь монстра, станешь монстром. Где, в Horizon Zero сюжет? Да, я там немного-то знаком был. Я тогда интересовался ее, типа, на прохождение сделать. Еще Астракона. Там, типа, любимая мстит, по-моему, кому там, богам или кому-то за смерть своего мужа, что ли. Именно девушка. Короче, кому-то мстит или какому-то злу там она мстит. Что-то такое. Так, вернись к Бриз. А вот и точка синхронизации, которая мне пригодилась. Да. Но тут есть быстрое перемещение. Это как бы весь сюжет, который я знаю. Может, что-то там нового. Во втором Horizon не знаю. Но, не, она красочная. Она как God of War. Она может быть вообще прям аппетитно. Интересно выглядит по графике, прям вот по боевке. Я ничего не могу сказать плохого, но и хорошего не могу добавить. Наемник Ладно. ничего не знает. Он не заходил в логово. Зря потратили время. Лигея ждет, а мы ничего не добились. Не совсем. Лигея, да, дочь Артемида. Копье. Он говорит, что убил им ужас. Нет, тварь забрала Лигею. Ужас не мертв. Даже сейчас он в логове. Возможно, мы просто чего-то еще не поняли. Ты нашел путь внутрь логова? Лигея была права. Дочери Артемиды охраняли этот диск, ключ. Это... мы сможем пройти внутрь. И? А я говорю про Horizon Zero первую. Не вторую, первую. Это насколько я смотрел блогеров. Я уж не помню сейчас какой.
Сейчас вторая вышла. Когда там первая-то вышла? Выкрав диск? У кого Horizon Zero в первой части убивают? Кому она мстит? Какому-то богу, повелителю, какому-то хаосу. Она кому-то мстит, правильно? За убийство кого-то близких. Так? Какой там другой сюжет? Так, сейчас я, секунду. В насилии не было нужды. Дочери Артемиды ничего не заметили. Тюхи на нашей стороне. У Лигеи есть шанс. Ага. Так, у Лигеи есть шанс. Ну давай посмотрим, давай. Брис, стой! Лигея! Лигея! Малака! Вторая есть только на PC. Нет, я говорю только исключительно про первую часть. Вторую я вообще не знаю. Брис! Ты не понимаешь, что... Брис! А куда она убежала-то? Рассерженные змеи. Дурной знак. Интересно, а чем они питаются? Я играл только в первую. Вот, я про это говорю. Но я не прав в сюжете? Брис, скажи что-нибудь. Куда он убежал-то? Я принесла розу. Вот, иди ко мне, я отдам эти. Я слышу тебя. Посмотри на меня. Прошу. Там немного другой сюжет. Это Лигея? Лигея! Нет! Лигея! Это я! Брис! Брис! Чё она делает-то? Опа! Да? Да-да-да. Лигея, Брис, Лигея, Брис. Лигея! Брис!
Это и есть, наверное, солнечный ожог. Хоп, хей, ла-ла-лей. Чё за фигня? Типа смысла нету там стоять. Не понимаю просто. А теперь надо как-то к ней идти. Хорош мне бахать-то. Ну, так нечестно, ну. Да попадишь ты, во! Я понял немного, но, блин, я 5 секунд. Ну это трындец. Да, это тяжеловато, тут нужен какой-то некий другой сет. Какой там писали? Отхил хоть и есть, но это тяжело, блин. Сейчас, ребят, подтянусь.
Типа, может быть, какой-нибудь этот поставить сопротивление, что-то там. Короче, адреналин. Вторая часть, она еще читерней. У меня все равно хп не восполняется. Ну почему я это самое-то? Ну я нажимаю прыгать. Почему он стоит, и я не понимаю. Я же вижу, что она дает эти лучи. Я нажимаю прыжок, и он стоит, тупит у меня. Да фиг его знает. Это тетива гребаная. Натянешь ее. Не-не-не, я сейчас помучаюсь. Я лучше помучаюсь, попробую. Я знаю, что мне нужно адреналин. Воины неплохо падают, но мне нужен адреналин. Да. Ну блин, ну я же
Стою, набиваю, заигрываюсь, не пойму, как она эти лучи кидает. У нее вот эта крутилка, она начинает жечь этот лазер. А вот это вот, бух-бух-бух. С этой, блин, тетивой. Опять натягивает эту тетиву посильнее удар. Да нафиг он не нужен. Вот, опять. И в голову ты не попадешь. Вот, телепортнулась она и сразу это юзает. А, меч тыкает. Ты горишь там, медуза? Да ёп. Батит.
Да. Вторая стадия, да, еще будет? Мне это хватает стадий, чтобы не попадаться. Блин, а сыкотно. Третий, я надеюсь, не будут стать мужики. Опять психует.
Ага, сейчас. Ой-ой-ой, а у меня же нету. Должно быть, Лигея подобрала артефакт и превратилась в эту тварь. Интересно, сколько людей стали великим ужасом за все время? Да. Не, она реально, ну, если не знать, как ее убивать, то сложновато. А так, в принципе, тут охотника прям в самое то заходит. Под расстрел. О. О. Как неожиданно. Да, а вот и Роза, которая выросла. Вспомнит со временем кто-нибудь по вере нас. То есть та барышня, которая бежала к этой своей любимой, это и есть та Медуза. Только она звала постоянно, видимо, новых солдат. И пойдемте, поможем. Пойдемте, поможем. Медуза, меч Персея. Чего, восстановление всех способностей, гравировка. Минус 25, ничего себе. Ничего себе. Вот, Медузу я-то поставлю, да, да. Змея морского. Уж. Так, что дает меч Персея? Охотника, 30 сил крита, вот. 20 ко времени восстановления всех способностей. Вообще топ. Можно было бы сюда бы вместо яда поставить. Или вот сюда вот, типа, шанс оглушить противника. По-моему, это такая фигня. Ну, не знаю. Да, наверное, вот как раз-таки. А я не смогу его поменять. Я смогу лишь только сюда меч Персея поставить, потеряв немного урона убийце, и поставить сюда, к примеру, элитным противником меч Персея. Это будет самое, наверное, то. Так, задание. У нас найдите артефакты, разместите их в определенных точках Атлантиды. Меч крутой. Ну, типа, блин, не знаю, ну классный. Способности. У меня стоит тут убийца просто. К адреналину. Но шанс оглушить, я не знаю, это что-то не то. А адреналин хорошо набирается с кинжалов, когда бьешь. Надо вот сюда вот так, тогда элитным поставить. Потому что я больше никуда не смогу. Вот сюда вот к элитным поставить урон. Так, по заданию, что это самое мы будем делать? Либо в Атлантиду, либо космоса. Наверное, космос, культ космоса, да, пойдем? Зайдем. Войдите в логово культа космоса. Во-первых, мы сейчас узнаем, кто я, а куда нам? Так, а тут кузнец есть, храм Аполлона. Мне бы кузнеца бы найти. Да, нет, реально напряженная эта Медуза. Поросенок тоже с оленем, кстати, напряженный. Но напряжение там немножко поменьше в плане боя. Они, может быть, сами как бы, ну, послабже по ХП. Но обилки у них тоже интересно работает. Для Атлантиды нужен DLC. Не, ну мы к отцу-то придем, мы... Отец-то нам дал, мы квесты должны сдать.
Время восстановления всех способностей. Уж. Покупатель. Показатель брони, урон животных нет. Так, гравировка и вот сюда вот. 10% мы можем урона убийцы поставить. А зачем мне тогда это 25 урона боссам и элитным противникам? Ставим или это убийца? И компенсируем тут недостаток урона. Гермес, да. И в итоге я имею 121 против, если поставлю... Немножко прям теряю. Немного. А так восстановление всех способностей. Сила крита главное. Самое важное, друзья, сейчас, да. Культиста-то мы теперь можем узнать, кто это. Ну-ка. Ты видел все сам. Будущее, Я же говорил, это она. Но я не помню, как ее звать. и новые боги. Алквилат, когда в Афинах мы встречались, Аспасия, она приходила с кем-то и подсказывала, где нам можно спросить по поводу матери. Она типа была. Дочь могущественного Аксиоха из Милета получила власть и богатство самым неожиданным путем, влюбившись. Но даже господство над Периклом. Перикл, кстати, тоже же помер, да? Феба померла. А также сердцами и умами афинян ей было недостаточно. Ее амбициям требовало больше. Знать все про этим миром. На меньше она не согласна. Обалдеть. У Гефеста можно вторую шкалу заполнить для гравировок. Но это вкусница, я ж про нее говорил. Но это самое, там же дорого. Ты говорил, там миллионы стоит. Где я их найду-то? Так, теперь развязка пошла по культу. Ух, говорит, красивая. Ну почему? Я с ней только раз, я говорю, встречался. И то в поисках матери. А если она сейчас там одна? Алексиус. Мирин? Мать? Да, походу мы здесь и были, когда Кассандра к артефакту прикоснулась, к осколку. Алексиос, Пифагор, батька. все должно было быть по-другому. Много лет назад люди собрались вместе, чтобы воплотить в жизнь теорию, которая могла управлять Вселенной. Теорию о том, что в мире поровну порядка и хаоса. Но хаос завладел умами некоторых из них. Так родился культ космоса. Они повергли Грецию в пучину войны, остановить которую было твоей судьбой. Ты уничтожил культ. Я в этом не преуспел. Ты герой, но у этой победы есть своя цена. Без хаоса наступит царство порядка. Не будет ни прогресса, ни свободы. Но надежда есть.
Надежда на тебя, надежда на будущее. Нам надо исправить ошибки прошлого. Используй жезл. Верни баланс во Вселенную. Мир рассчитывает на тебя. Тебе надо снова стать героем. Он ему показал, короче, что будет в будущем. Жезл. Это посох, наверное, тот самый. Так, Который получил, кто там, Гермес? да? Так красиво. Правда ведь? Так красиво. То есть она тоже полубог, можно смотреть. Что ты тут делаешь? Теперь все члены культа мертвы. Ну, почти все. Что? Это правда. Я была их лидером совсем недолго. Потом появилась твоя сестра, и цели культа изменились. А как она... А, совсем недолго она сказала. Она ж типа нашего возраста. То есть, когда сестру сбрасывали, это, по преданиям, то она, наверное, тоже была еще не во власти культа. Ты была заодно с ними? С культом? Правители в Греции действовали неверно. Культ хотел начать все с чистого листа. Путем разрушения! Подкупа! Они развязали войну! В ней гибли люди! Мы и правда разожгли войну. Все было под контролем. До поры до времени. Тогда мне разонравились наши методы. Я думал, вы с Деймос вместе. Все оказалось сложнее. Ты ведь знаешь, ей нельзя управлять. Она захватила власть, и ее слово стало иметь больший вес, чем мое. Это он про DLC. Максимилиан, ну, я понял, ага, спасибо в этом. Ну, то есть я сейчас как бы не беру DLC, я беру вот сюжет, то, что у меня есть по сюжету. DLC это DLC, это уже добавление. Но все равно он говорит, ты победил, культ космоса родился из хаоса, где должно быть там порядок и так далее. В общем, я его остановил. Теперь какое-то равновесие, посох, или что он там сказал, вернуть, жезл. Но он показал будущее, что я даю жезл Ленни Хасан, который сейчас вот в настоящем. Чтобы равновесие было. Он отдает жезл. Но он говорит, своя цена. То есть что-то еще Алексис должен сделать. Какая-то цена. Вы искали... Вновь стать героем, но... Вашу семью. Люди вроде Леонида, тебя, всегда были угрозой. Или, наверное, вот это про DLC, что он должен Нет, ты не такой, как Деймос. стать героем в DLC, наверное. Я был у тебя в руках. Ты дал мне надежду. Я думала, ты поможешь мне уничтожить то, чем стал культ. И сам того не зная, ты помог. А, это и есть DLC. Ага. Что ее тут выбрать-то, блин? Голова идет кругом. Знаю, ты хотела как лучше. Надеюсь, ты не солгала. Клянусь, я думала, что обуздаю культ, но переоценила себя. Я потеряла контроль. Я хочу понять, что это за пирамида? Как действует? Откуда она у культа? Я и сама пытаюсь в этом разобраться. У меня тоже нет ответов на эти вопросы. Культ поклоняется этой пирамиде десятилетиями. Она заменила Дельфийского оракула, чьим пророчеством внемлет вся Греция. Мы используем веру людей в пантеон мертвых богов, чтобы изменить человечество ради своей выгоды. Пирамида позволяет увидеть будущее. Но не каждый может ее использовать. Только Деймос и другие, твоей крови. Полубоги, да. Ты видела? Все правильно. Не знаю почему, но видение и правда было. И о чем же? О тебе. В видении ты уничтожил пирамиду, и культ тоже. Я знаю, что будет дальше. Когда культ падет? После нас возникнет новый порядок.
Власть будет в руках царя-философа. Люди начнут забывать о старых богах, и появится рациональное общество, созданное людьми и для людей. Мне нужен кто-то, кто их поведет. Типа историю забуду, да? Распространяемый культом не позволит этого достичь. Так что я не буду мешать культу космоса развалиться самостоятельно. Так, Перикл знал об этом? Я хотела защитить его, потому молчала. Он бы попытался вмешаться, но он не должен был погибнуть, и это правда. Перикл знал. Но я молчала, чтобы он... Ты предала его доверие, наверное. Я не знаю, хорошо, что он этого не знал. Он верил в тебя, а ты не защитила Ну его. да, это же жена. Либо ты вмешал, Умолчала, предала. был бы жив. Или ты умолчал, предал. Либо могла вмешаться. Даже если во имя блага. Когда Деймос убила его, я поняла, что проиграла. Пришлось отступить. Так, и что будет теперь? Займемся главным. Создадим новую республику с единым правлением. Вот наша мечта. Пока лишь мечта, недостижимая. Забудь все, что знаешь. Вообрази, это не демократия. Никаких склок, лишь граждане, что трудятся на общее благо. Безумие. Ничего не выйдет. Уже не вышло. Не безумие, просвещение. Со временем жители Афин поймут, что давно мечтали об этом. Даже ты. Навряд ли. Ты всегда был независимым. Хватит. Нужно, чтобы ты доверился мне. Я сейчас немножко лепта свою внесу. Культ космоса типа рожден из хаоса. То есть, короче, это какой-то некий артефакт, в который могут заглядывать в будущее, но не все. Ну, понятно, по крови, там, полубоги или кто-то там, частица чего-то. Могут заглядывать. И тем самым они типа начинают управлять. Заглянули в будущее, глянули, там этот. Погнали управлять. Сняли этого, убрали того, там что-то намутили, там намудрили. Опять заглядывают, блин, что-то не то. Вот она, видимо, про это и говорит. И тут культ, короче, понесло. И твоя Деймос необузданная, которая сидит. Понимаете? Ну вот как-то так я это вижу. Возможно, это ошибочно, но сейчас посмотрим. Поверь мне, мы притворим мечту. Она сейчас говорит типа о едином правлении теперь. Уходи. Строй свою республику. Лидером стану не я. Нам нужен кто-то просвещенный как философ и мудрый как царь. Таких нынче немного. Я бы не справилась без тебя, Алексиус. Ты на верном пути. Я делаю то, что должно. Значит, у нас одна цель. Да нет, ты мне свои эти штуки-то не надо в мозг-то втюхивать. Одна цель, блин, космос. Алексиус, у тебя много дел, дитя. Мирин? Мама? Алексиус! Грядет буря. Она меня не страшит. Ну, тут типа правильно. Как раз вот он, этот артефакт на заставке, который каждый раз смотрим. Культа. Причем, видишь, как он говорит, рожден из хаоса, для баланса, но у культа что-то там. А будущее показали типа из DLC. Не, ну даже, допустим, если я не знаю этого всего, допустим, вы не знаете этого всего, ведь получается, как бы, даже если это не в DLC, то Пифагор правильно показал, говорит, баланс должен быть, и показал ему будущее. DLC-то уже потом допиливался, это все равно же как сюжет. Это какой-то 6 урона. А так у меня получается 121 тысяча. А как, подожди, я так теряю-то жестко. А так минус 5,5. Что я нифига не догоняю, смотри. Так, 121 тысяча, короче.
А так минус 5, но 95 получается. Странно. Ну да, тут все в урон. Все способности. На самом деле-то, да. Золотая, маленькая статуэтка из чистого золота. Представляете, хрюшка. Просто хрюшка. Ну и пойдем, да, к этому, к отцу нашему. Где он у нас там, Атлантида-то? Сейчас немножко там сюжет разберемся, посмотрим. Ты говорит, это из DLC, это... Не, ну я, да, вот говорю, вы, наверное, уже посмотрели там всякие DLC, не DLC. Но в целом все равно все понятно. 10 урона для всех способностей, гравировка. И он, это Лейли Хасан. Алексиус, вручитый посох. В будущем. Ну вот, да, из DLC. DLC же тоже не сразу, наверное, вышло. В будущем. Для баланса. Жезл. Жезл, посох. Вот этот вот Гермес. Так, а чё, сейчас, да, хотя бы я пойму, надеюсь, что он тут, Пифагор, охраняет эту Атлантиду. Икар, который с нами летает, это друг Пифагора. Цена высока. За темными тучами всегда светят звезды. Что-нибудь еще? Мне пора. Да. А, я должен ставить артефакты. Мне, по-моему, вы подсказывали. Вот. Там по бокам комнаты знаний, типа. Ну, представьте только на секунду. Они все это знали еще в прошлом. Что будет в будущем, все видели. Славно. Было трудно добыть артефакт. У владельца было много вопросов. Жаль, что ты не пошел. Поиск совпадения во времени. Скорее, желание обрести голос. Я заменю. Быстрее. Этот артефакт поможет нам закрыть храм. Закрыть? Прям как его предыдущий владелец. Ребят, смотри, еще такая, типа, такой вопрос. А Лейла Хасан, Истина и откровение. И я спрашиваю вас. Ису, что хотят изменить законы Вселенной, манипулируют человечеством. Чего вы хотите достичь? Ису, что манипулирует человечеством? Считаете людей приматами? Создали артефакты, чтобы управлять ими? Вас так пугает их потенциал? Ну, это эти же создатели, как они? Взгляните, чего люди достигли сами. Демократия, дипломатия, свои культура и искусство. Дружба выгодна всем, но вы не видите в них равных. В своей жажде бессмертия вы упустили очевидное. Столько симуляций, чтобы оградить себя от перемен. Напрасно. Лейла Хасан тоже же мы играли, она пошла... Перемены грядут. И не только конец света, что так вас страшит. Короче, узнать, где артефакты, чтобы открыть Атлантиду. Не стал ли конец света результатом То есть посох найти. полной вселенной? Атлантиду она нашла, говорит, ладно, я пошла дальше в Анимус. Тебе было сложно добыть этот артефакт? Пришлось не спускать с него глаз. Я слышу ваши ретрансляции. Вы больше не говорите за всех нас. Я тоже Ису, но больше не буду участвовать в эксплуатации людей. Она тоже Ису. То есть Юнона, как она там? Алитея, они тоже Ису. То есть
Она говорит о том, что вы хотите управлять, и это тоже Иссу. Но их слова осуждают и тревожат. Зевс, Пифагор, Персей, да? Или и раньше. Афина и Посейдон спорили за Афиной. Возможно, здесь победила Алитея. Древний странник. Эта запись призвана помочь тебе. Знаю, это сложно понять. Ису видит варианты прошлого и будущего. Ты еще вернешься сюда. Ага. В DLC, да, вернусь. Предтечи будут испытывать себя. Артефакты, существа. А ведь еще есть проект Олимп. Они перешли все границы. Проект Олимп, там, где все боги были. Я не могу тебя направить. Будущее зависит от множества решений, не принимать их себе. Многие из них принесут себе боль. Трагедии ваших драматургов станут пророчеством. Трагедии ваших драматургов станут пророчеством. То есть, если они какую-то сыграют пьесу, да? Прошу, не сдавайся. Ты куда важнее, чем тебе кажется. И у меня, как в ящике Пандоры, осталось лишь одно. Или предсказания, потом будут вспоминать. Мы несем не только отчаяние. Как и я, ты восстал против своей судьбы. Твои героические деяния будут жить в веках. Так, ладно. Не забывай, что знаешь истину и победишь. Последний. Отлично. Очень скоро мы сможем закрыть. Короче, Ису это и есть они все. Все по боги вот эти. Предтечи. Займи место в истории. Все ужасы и красоты этого мира твои по праву. Прими их. Это о тебе, хозяин Орла. Я не зря готовился. Особую важность твоего рода признали сами предтечи. Алатея видит будущее. Варианты будущего. Может, это пророчество? Древний мудрец, твоя жизнь длилась слишком долго. Я знаю, что ты скрываешься от мира, разгадывая послание предтеч. Позволь дать себе совет. Ребят, поправьте, или предтечи они были до этих богов? Потом пошли боги. Ну, то есть это все тоже Иисус. Ты пытался постичь суть уравнения реальности, достиг большего, чем кто-либо из людей. Это чудесно и трагично. Крупицы знания о Вселенной хватило, чтобы исказить твое восприятие. Мне жаль. Предтечам не стоило открывать себе того, к чему ты не готов. Ты живешь во тьме одержимости. Пойми, что твоим наследием должны стать не тяга к власти и не узы крови. Предтечи просто управляли тобой. Использовали твой разум для своих эгоистичных целей. Ты выше этого. Оставь наследие. И пусть твои математические открытия сияют даже после твоей смерти. Прошу, мудрец, очисть разум и сосредоточься на настоящем. У тебя в руках могущественный артефакт. Он достаточно продлевал твою жизнь. Это непросто, но лучше отдай его. Позволь другим закончить твои уравнения. Нет, нет, ложь. Это не одержимость. Это мой труд. Я изучаю происхождение нашего мира. Это мнение, Пифагор. Хоть и весьма разумное, как мне кажется. Странник во времени. Поздравляю, ты многого достиг. Я рада, что мы можем общаться в этой реальности, вне времени. Я записываю это для тебя. Люди прошлого ничего не поймут. Наши симуляции однажды пересекутся. Думаешь, ты здесь? Слушаешь это сообщение? А может, это работа Анимуса?
Может, часть большей симуляции. Как далеко расходятся круги на воде? Поговорим как мятежники. Нас долго сдерживали правила предтечи. Пришло время новых путей и возможностей. Эра контроля сменилась эрой творения. Я что-то ни хрена вот сейчас не понимаю. Предтечи, короче, жили до этих богов, получается. Предтечи дают указания, что ли, этим, блин, всяким Пифагорам, вот, Зевсом и так далее. Или давали указания, говорят, отдай посох, ты жил долго. Типа, чтобы сын тащил бремя на себе. Причем она ему указывает. Ну, не указывает, а говорит, чтобы сделал. Я собрала единомышленников, чтобы начать все сначала. Мы прекратим мешать и будем направлять. С нашей точки зрения подготовка займет немало времени, но потом мы будем рады видеть тебя среди нас. Так, стоп. Я сейчас вспоминаю. Атлантида это город, где жили Иссу. По-моему, мы с Пифагором про эту фигню говорили. Поэтому, чтобы это не досталось там чего-то, надо запечатать этот город от сглаз. А Лейла Хасан уже в настоящем это нашла. И Алексиус там отдал типа жезл, равновесие. Значит, Алексиус станет на место Пифагора и будет хранить жезл все это время. Ну, получается так. А Лейла Хасан побежала искать этот посох в том времени. Ну, в настоящем. Хотя, может быть... Не, а как Алексиус с Лейлой встретится? Я что-то вообще не понимаю. Вот сейчас, может быть, про это и говорят, что вы пересекетесь в анимусе каком-то. Нужно лишь нажать на кнопку и провести еще одну симуляцию. Это бред. Вздор. Я ожидал слов мудрости, но услышал лишь бормотание безумцев. Успокойся, Пифагор. Может, приглашение предназначено не нам. Не стоит выходить из себя из-за каких-то слов. Была в Атлантида, блин. Ну вы че, серьезно? Такое грозное название. Война, урон охотника. Урон убийца. Просто невероятно. Знания, сокрытые здесь, ошеломляют. На расшифровку уйдут годы. Нужно закрыть Атлантиду. Ты знаешь, как это сделать? О, да-да, я знаю. И? Что делать? Жезл. Жезл — это ключ. Что ж, пора. Нет. Еще нет. Времени нет. Нужно уходить. Так много нужно узнать. Мы сможем повернуть ход истории. Это не наша судьба. Ты Вот. сам так сказал. Ты забываешь о том, что... Космос поворачивал, блин. Не помыкать мной или читать мне нотации. Ты хотел закрыть это место. Я лишь помогаю. Это было до того, как я понял, что здесь можно найти записи о первой цивилизации. О создании человечества. Мы скроем это место, чтобы культ не поработил человечество. Это важнее, чем жажда знаний. Но культ перестанет быть угрозой, когда мы обретем силу. Нельзя оставлять это место открытым, ты же знаешь. Тебе не понять. Твоя гордыня погубит нас всех. При чем тут гордыня? В чем прок от этих знаний, если ты обречешь людей на гибель? Именно этого ты хотел избежать. Иногда лучше позволить людям искать свой путь. Они не готовы к сокрытой здесь силе. Тоже верные слова, прям. Верно. Я не могу спасти людей, но могу защитить их от них самих. Теперь это твое бремя. Судьба человечества будет зависеть от твоих решений. Понимаю. Алексиос,
Решай мудро. Что там посох? А, посох типа... Я понял. Короче, отец отправился на Олимп. Низкий шанс заблокировать 30%. Низкий шанс заблокировать 30% урон от атаки. Посох Гермеса, вот он. Отец отправился, короче, на Олимп, там, где все боги находятся, да? И на нас это время легло. Но Пифагор не хотел, он хотел все изучать, поворачивать. Не, Алексис правильно ему объяснил. Атлантиду нужно закрыть. Она опасна. Да, давай, закрываем. Форточку. А вот и Лейла Хасан, да? Ну, посох она, я понял, получит в DLC, как вы написали. Все готово. Так что, Сезам, откройся. Какая мощь! Таких соединений я в жизни не видела. Этот храм Ису устроен сложнее всех, что мы видели. Чем Лиссабон, чем Арктика. Я все записываю, Лейла. Это открытие точно тебя прославит. Ты видишь где-нибудь жезл? Нет, но я не все осмотрела. Он где-то здесь. Механизм должен быть открыт. В чем дело? Не знаю. Надо свериться с записями об Ису. Все ясно. Не хватает одного луча. Надо исправить. Короче, Алексиус запечатал Атлантиду, стал жить-поживать. Наверное, всех пережил. С этим жезлом. Кажется, эту колонну можно сдвинуть. Похоже на колоннах зеркала. Если перенаправить эти лучи, может, они осветят что-то важное. Перенаправить. Так, это значит должен быть туда. Получается, луч бьет оттуда. Должен бить сюда, значит. Потом туда и по накатанной, да? Что-то малёх промахнулся я. Да, скажем так, не малёха. Вот. Тыры-тын.
что получилось? Блин, вот это ты дал. О! Просто к стене подвинул. Вот те предтечи какие, красавцы. Они знают, что тут творится. И в анимус, и не анимус. Все наперед будущее знает. Где же он? Что? Мудрость в знании. Того, что ты ничего не знаешь. А какой это DLC-то? Вот он, Алексиос. Так сказал мне друг. Невероятно. Алексиос? Да, меня звали хозяином Орла. Да только Икар давно умер. Я тебя искала. Но как же ты... Блин, интересно, ребят, сейчас я секунду, с вашего позволения. Нет, реально Лютер, ну чё? Чё это такое, вы представляете? Алексиос, это же не DLC, он, ну, в реальном времени встретил его, как Пифагору это, ну, предсказал, показал. Супер. Сейчас я, с вашего позволения, ребята, прям на минуточку отбегу и продолжим. Это и есть DLC. Не знаю. Блин, ну у меня не было. Я не покупал DLC. Может, мне подарили DLC? Я бог его знает. Сейчас, минуточку. Блин. Мне просто уже интересно. Походу, он бог. Но ведь ты искала не меня. Жезл ему дает. Артефакт Ису! Он действует! Вот. Жезл Гермеса Трисмегиста! У тебя должно быть много вопросов, Лейла. Ты знаешь мое имя? Может, боги сказали. Может, услышал в видении. Или из этой штуки в твоем ухе. Прости. Я пришел сюда с одной целью — найти тебя и покончить с тем, что начал много веков назад. У меня твое копье.
Вернуть его? Нет, оставь себе. Оно сломано. Но тебе это не мешало. В нем есть сила. С ним я побеждал врагов, которых даже Геродот не мог описать словами. Но всему приходит конец. Когда копье лишилось силы, я оставил его Геродоту на память. Мне столько нужно тебе сказать. Этот жезл очень важен. Ты жив благодаря ему. Но как? Спроси ученика Гиппократа. Слышал, они еще остались. Жезл выполнил свою роль. Мы делаем все, чтобы жить Они еще остались? тамплиеров. Послушай, порядок, хаос. Кто бы ни победил, мир погибнет. Я сражался с хаосом, но это принесло только беды. Я была на стороне порядка. Теперь я за право выбора. За хаос. Пифагор был прав. Ты ключ к исполнению пророчества. Ты восстановишь баланс, Лейла. А Лейла по истории, она работала на этих тамплиеров, а потом ушла от тамплиеров. Она как раз создала некий этот анимус и не хочет, чтобы досталось тамплиерам. Она типа ассасина. Как-то там она что-то такое говорила. Я видел слишком много войн. Но он говорит, все равно мир погибнет. Слишком много смертей. Я прошел весь мир от края до края. Возьми, теперь он твой. Он видел весь мир от края до края. Чай кое-что. Конечно. Закончишь. Уничтожь его. Уничтожь их все. Может потом на Кефалине дополнение пройти. Но, блин, я не знаю, откуда у меня дополнение. Я говорю, я все время стандартной версии беру. Говорит, я боролся с хаосом, а толку, говорит, от этого никакого. Все равно мир погибнет. Мне еще многое предстоит увидеть. Не терпится вернуться в Анимус и навестить Алексиуса. Алексиуса? Как вы здесь оказались? Как всегда, шли по пятам. Геродот жаждал встречи с тобой. Пойми, Варнава, я обязан исследовать Тиру. Остров хранит великую тайну. Да, но не целый мир. А почему бы и нет? Может, Алексис увидел будущее? Не миф. Чепуха это все, но его не убедишь. Геродот прав. Она существует. Неужели? Это правда? Невероятно. Расскажи мне о ней. Здесь я должен был встретить своего отца. Знаешь Пифагора? Это он. Твой отец живет в вулкане? Пифагор? Нет, не может быть. Он ведь не бессмертный. У него был жезл древней цивилизации. Он-то и сохранил ему жизнь. Вот в чем дело. Так зови его! Раз он твой отец, пусть присоединится к нам! Отец был упрямцем. Он хотел сохранить знания об Атлантиде в тайне. Ха, ясно. Так вот в кого ты такой упрямый. Он сочувствует твоей потере.
Ничего. Блин. Вам придется держать рот на замке. Никому ни слова. Обещаю. Но люди должны знать. Мы поведаем им о таинственном мире. Геродот. Хорошо. Поведаем. Нам пора в путь. Как обычно. Да, старинный друг, да. Раз так долго жил, даже не изменился. Не, он когда принял жезл, а куда он бессмертие же получил? В жезле его здесь жизнь. Узнали, верно, великий мудрец? Ты, может быть. Я ищу истину. Не все мифы несут в себе правду. Но их даруют нам боги, чьим словам нет причин не доверять. Вы оба так помогли мне. Совсем не важно, кто из вас прав. Тебе ли не знать? Ведь ты полубог с орлом на плече. И, возможно, тоже бессмертный. Конечно. Но одно известно точно. Это приключение я никогда не забуду. Это самое, ребят, ну это DLC, что ли, получается? Ну откуда он у меня? Может быть, это нет? Гибель Атлантиды. Все, Атлантиду я запечатал в данном времени. А Лейла пошла дальше за Алексис. Что там с Атлантидой? Как я смогу играть? Письмо из дома. Где мне посмотреть, какие DLC у меня куплены, какие нет? Дополнение. Подскажите хоть, если знаете. Вот, судьба Атлантиды. Я же говорю, я не покупал. Вот она. Погасить код. Какой код? Сейчас я гляну. У меня нету кода. У тебя нет DLC, это было продолжение сюжетки. А чего вы меня напугали-то? Это DLC. Я аж прям испугался, блин. Это DLC, думаю, откуда у меня DLC? Вот, основной сюжет, получается, заканчивается. Ну, Лейла, типа, продолжила. Надо, типа, что-то там сделать. Ну, как бы конец он и есть конец, да. Запечатали Атлантиду, приняли жезл, увидели будущее. Жезл отдали. В итоге Алексис в будущем все равно умрет. Но в настоящем мы продолжаем, типа, свой некий путь. Какой у меня этот был? Свой некий путь. Почему-то там. Короткая записка. Адресована Алексу, содержащая больше вопросов, чем ответов. Кому Мисти должен дать обед? А если на то пошло? Встретиться с автором записки. Так, а где этот автор записки? А вот он. Нет, нету DLC. Ну так-то ничего. Я понял то, что в Атлантиде жили эти Ису. Предтечи — это первая самая цивилизация еще до Ису. Возможно, это все одно и то же, по сути. Что те тоже боги. Равновесие, порядок. Но никто не хотел, чтобы Атлантиду нашли. Ну вот Лейла, она одна из ученых, нашла это все дело.
Я за 1000 игру сам взял вместе со всеми DLC Elite Edition, а у тебя только одно DLC 1200 стоит. А скидок пока нету. Я ж сам беру серию Ассасин по скидкам. Ну, по крайней мере, это какая? 11-я часть, которую я уже купил. Начиная с самой-самой первой. Покинул мостик. Всем вольно, ждите приказа. Там же типа как идет стандарт, делюкс, полное, что-то супер-пупер. Я вчера Вальгалу, по-моему, смотрел, там аж 4 выбора. Покупки от стандартной до всяких разных. Хранитель, ты здесь. Алатея? Хранитель, ты проделал долгий путь. Предтечь? Хранитель? Меня зовут Алексиос. Хранитель жезла. Задачи нет. Ты хранитель. Тот, что охраняет печать и посох Гермеса Трисмегиста. Вот. Твой голос. Я слышал его в Атлантиде. Ты помнишь, меня зовут Алитея. Нас связывает посох в твоих руках. Связывает? Как? Теперь я могу принимать облик, который тебе знаком. Ты доставишь меня к наследнице памяти. Даже сейчас она наблюдает. Говоря с тобой, я обращаюсь к ней. Я должен хранить посох, пока эта наследница его не заберет? И что со мной будет? То же, что и со всеми. Про Лейлу. Она откроет печать Атлантиды. Печать жаждет этого. Твоя задача — на время стать хранителем. Поклянись. Где наследница? Не где, а когда. Ее здесь нет. Но в то же время она видит нас. Через анимус, да? Ладно. Клянусь сохранить посох для наследницы памяти, кем бы она ни была. Она даже видит нас. Ну правильно, она в анимусе наблюдает. А предтечи, представляете, все это дело тоже вникает. Готово. Удалось что-нибудь выяснить? Алана качает результаты. Это займет какое-то время. А пока... Йоси, ты пропал. Меня слышно? Снова баг. Я говорю, а пока отдохни. Наследница памяти, печать ждет тебя. Виктория, ты это слышала? Не слышала. А что такое? Сперва какие-то помехи, искажение сигнала, а потом этот голос. Алексиос слышал его в Атлантиде. Эффект просачивания. Киоси был прав. Отдохни, пока Алана анализирует результаты диагностики. Печать ждет тебя. Я бегу. Как же они все замудрили. Тогда Дезмонд пожертвовал собой во имя мира. А тут дальше еще погнали, да? Вот у него теперь жезл, который Алексиус отдал. Она должна, как она сказать, открыть Атлантиду. Хранитель доставил меня к тебе. Его обет исполнен. Теперь мы с тобой связаны. Наследница памяти. Это печать Атлантиды. Она долго ожидала тебя. Виктория, голос Алитеи исходит из посоха. Виктория? Чужак тебя не слышит. Ты создаешь помехи? Спокойно, Лейла. Ты не сошла с ума. Да, ты со посохом разговариваешь. Вспоминание. Если это не баг анимуса, Алексиос хранил посох для меня? А посох каким-то образом может передавать аудиосигналы, связан с печатью. Символы. Они очень похожи на код замка. Назови их в нужном порядке, и печать откроется для наследницы памяти. Ладно, говорящая палка. Какой порядок нужный? И как это узнать? Ответ хранится в памяти хранителя. Альтаир 2. Я возвращаюсь в анимус. Если сигнал есть и вы меня мониторите, отлично. Если нет,
Ну, вы меня предупреждали. А вот тут, видимо, уже идет DLC должно, да? По сути. Она отпечатывает Атлантиду и начинается... как Алексиус, может быть, там лазил. Она там будет что-то делать, да? Ну вот, видимо, я так это воспринимаю. Друзья, спасибо за лайки. Спасибо большое. Не, реально интересно так-то вникнуть во все происходящее. Мы должны отвести наследницу памяти к символам. Человек по имени Ферос знает, где они. Ферос. Он помог увести Фидия из Афин. Поэтому ты снова привела меня к нему. Ты стал хранителем еще до того, как узнал об этом. Чтобы открыть правду, нужно встретиться с Феросом. Как я узнаю, что это наследница памяти? Она придет. Твой путь завершится в зале Атлантиды, там, где начнется ее путь. Вот. Объясни, кто такой хранитель? Это не человек, а задача. Твоя задача. Пифагор хотел использовать силу посоха. Хранитель должен беречь посох и скрывать его силу до появления наследницы памяти. А, Пифагор там сразу. И где теперь искать Фероса? Я знаю, что он на Серифосе, но будь осторожен. Он там не по своей воле. Кто или что ты? Я Алитея. Пифагор называл мой народ теми, кто был раньше. Но мы зовем себя Ису. Как и ты, я изменила этот мир, но возникли трудности. Ису, да. Я перенесла свое сознание в посох Гермеса Трисмегиста, чтобы поговорить с тобой и с наследницей. Я найду Фероса. Ты ведь пойдешь со мной? У нас одна задача. Лейла, прием. Алана, это ты? Две новости. Что-то создавало помехи. А он слышит все, короче. Я вообще сейчас, я не знаю. Че за фигня? Кто там со мной говорит? Где там Сефирос? Серифос. Где у нас Серифос? Друзья, я что-то потерял этот остров Серифос, Милос. Вот он. Теряли твой сигнал. А когда это закончится-то? Ну, наша задача-то закрыта. Какой у меня? Я уже сижу в сомнениях. Че, правда, что ли, какой-то DLC погнал проходить? Откуда? У меня ж нету его. А тут все дальше и дальше. Но дело в посохе. И я уже ничему не удивляюсь, но лучше проверить. А вторая новость. Твой анимус действительно лажает. Виктория бесится, и, если честно, я не уверена в твоей безопасности. Это я бешусь? Лейла, Альтаир-2 движется к заданной точке, а ты сделай перерыв, пока мы все не выясним. Вики, я не могу. Алексиус ищет Фероса, тот знает, как открыть печать Атлантиды. Что? Лейла, Ферос был другом Фидия. Я все расскажу, как только получу ответы. Отбой. Ну да, архитектора, я помню. У нас тут даже способность мы можем вкачать, ребята, ну как так-то, ну где убийца-то? Урон убийцы, урон от мечей. Давай урон от мечей возьмем. Мне известно не больше, чем Фидию. Прошу, хватит. Я бы рад, но не могу. Пока ты не скажешь, где нашел символы, что мы видели у Фидия. Хватит! Охотно, как только ты все... Время умирать! Удар героя, блин. Я ж без кинжалов, я ж с мечом с новым.
Что я делаю? Кинжалы, придите на помощь. Какой меч? Во! Хозяин Орла, ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Досталось? Пустяки по сравнению с тем, что сделали с Фидием. Слышал? Феррос, прошу, подумай. Мне нужно разыскать некие символы. Не могу объяснить, но ты должен мне помочь. Я исследовал гробницы Агамемнона, и Теокла, и Ориона. Я странствую, как и ты. Там я нашел символы, перенес на пергамент и подарил его Фидию. Тебе нужно где-то спрятаться, Феррос. Можешь уплыть с нами на адресе. На этой грубо нарисованной карте отмечено расположение гробниц Агамемнона, Теокла и Ориона. Это судьба Атлантиды. Я что-то вообще сейчас стеку. Куда он спрятался-то? А, вот он. 23 к урону, наносимому членами команды. Не, ладно, ребят, это судьба Атлантиды, это не DLC, это, видимо, продолжение. Я не знаю, сделать завтра стрим, что вы думаете по этому поводу? Потому что надо уже понемножку подзакругляться, идти обедать и так далее. Судьба Атлантиды. Найди 3 символа. Супер, где их искать, я вообще без понятия. А, ну вот, найди гробницу, которая на Арголиде, Биотии, Атике. И погнали. Арголита, Биотия, где-то это Аркадия. Атика. Арголита где-то тоже тут. Вот такие вот дела. Пишите, друзья, пишите серьезно, прям коммент под стримом. Будем продолжать это проходить. Как она там? Блин, да что ж такое-то? История Атлантида. А, судьба, вот, судьба Атлантида. Если что, я только за, но можем там в понедельник, во вторник начать. Классно, классно. Ну, главное, мы запечатали, все типа тип-топ. Мы приняли жезл, который потом в итоге отдадим. Ребятки, да, давайте будем прощаться на сегодня. Встретимся, я надеюсь, что завтра посмотрим. Red Dead Redemption у меня там, либо эту пройдем судьбу Атлантиды, а почему нету, поковыряемся. Вот. Давайте, удачи вам, добра, спасибо за поддержку, спасибо, что были, нашли время, зашли, поддержали. Вот, не болейте, с выходными у вас, набирайте сил. Ну, а я завтра постараюсь выйти, если никаких дел не будет, поездок, то завтра начнем стрим, а так, если что, в понедельник. Удачи, добра, всем спасибо и пока.